Итак, это большой обзор, урок монтажной программы от Apple, которая называется Final Cut Pro 10. И перед тем, как мы начнем, хочу начать с небольшого предисловия. Когда я решил начать вести свой YouTube канал, то стал вопрос, где монтировать видео. На тот момент у меня уже был MacBook Pro, и я знал, что я буду работать на нем. Оставалось лишь определиться, в какой программе я буду монтировать видео. После небольшого исследования рынка программ по видеомонтажу я понял, что у меня есть только три основных варианта. Это либо Adobe Premiere и две программы от Apple. Бесплатный iMovie и более профессиональное решение Final Cut Pro 10. На тот момент, когда я выбирал, где монтировать, еще не была известна программа DaVinci Resolve, поэтому я ее даже не рассматривал, и у меня был выбор только из этих трех программ. Adobe Premiere сразу отбал, потому что на него было очень много негативных отзывов, и я понял, что я не хочу с ним связываться, чтобы не иметь проблем в будущем. И осталось всего два варианта. Это либо бесплатная iMovie и дорогая профессиональная программа Final Cut Pro 10. Несмотря на то, что на тот момент мне не нужно было какое-то супер программное обеспечение, просто хотелось создавать видео, то был большой соблазн начать с iMovie. Тем не менее, я понимал, что вскоре, возможно, мне потребуются новые возможности, захочется делать что-то крутое, более сложное, и, наверное, нужно остановиться на более профессиональном решении, хоть оно и будет сложное, тем не менее, в будущем я буду получать с него намного больше, нежели чем с iMovie. Таким образом, я остановился на Final Cut Pro 10, и первый раз открывая программу, естественно, тебе совершенно ничего не понятно, что за что отвечает, а что это за кнопки, как закинуть файлы, что потом с ними делать, а как экспортировать проект, а что если я хочу передвинуть вот эту картинку слева направо в движении во время того, как ролик идет. Начинаешь во всем этом разбираться, и на это уходят не дни, не недели, а месяцы. И, к сожалению, в интернете я не смог найти комплексных обзоров, уроков по Final Cut Pro 10, начиная с самых основ, заканчивая более мелкими функциями, которые поначалу тебе совершенно не очевидны. На это все уходит время, статьи, какие-то мелкие видеоролики по разным частям, но прям таких полноценных уроков я не знаю, поэтому я решил решить эту проблему. Хочется отметить, что лично я не считаю себя суперпрофессиональным монтажером, и посмотрев это видео, вы также вряд ли им станете. Тем не менее, я хочу вам помочь разобраться в этой программе, если вы только-только начинаете, либо если вы уже работаете в ней некоторое время, помочь им открыть новые горизонты ее возможностей, либо вы только присматриваетесь к монтажным программам, как это в свое время делал я, и просто хотите понять, стоит ли оно того, стоит ли в ней начинать работать. Сейчас перед вами появится оглавление этого большого обзора с тайм-кодами, чтобы вы понимали, из чего оно состоит. И если вам интересен какой-то определенный кусок, то переходите сразу к нему. Также все это оглавление будет продублировано в первом закрепленном комментарии. В принципе, я понимаю, что весь этот большой обзор я мог бы нарезать на несколько частей и продавать его как платный курс на какой-нибудь платформе за энную сумму денег. Но тогда его бы посмотрел условно 100 человек. Мне же интересно, чтобы его посмотрело не 100, а 1000, 10 тысяч, может быть, в теории 100 тысяч человек в долгосрочной перспективе. Поэтому я публикую его здесь, на YouTube, абсолютно бесплатно, чтобы его мог посмотреть любой желающий и начать создавать видео в Final Cut без больших входных барьеров. И чтобы хоть как-то отбить трудозатраты на производство данного видео, хочется огромную благодарность сказать Тинькофф Банку, кто поддержал выход данного обзора. И если вы еще не являетесь клиентом Тинькофф Банка, то советую дослушать до конца, потому что в конце вас ждет реально очень крутой бонус. Лично я являюсь клиентом Тинькофф Банка уже больше года на момент записи этого видео и хочу рассказать о 5 самых крутых фишек на мой личный взгляд. Первое – это ежемесячный кэшбэк, который выплачивается реальными рублями, а не бонусами. За все покупки 1% возвращается обратно, а также каждый месяц можно выбрать 3 категории повышенного кэшбэка от 3 до 15%. И самое крутое, что у Тинькофф помимо всего этого есть еще огромное количество партнеров, где также можно получать повышенный кэшбэк до 30%. По одной из таких партнерских программ в свое время я смог себе купить iPhone 11 и получить кэшбэк 6500 рублей обратно. Кто не верит, сейчас всплывет скриншот, можете поставить на паузу. Второе – это покупка сервисов и опять же с повышенным кэшбэком. Например, можно забронировать столик в ресторан через приложение, оплатить счет Тинькофф Блэк и получить до 15% обратно, и это просто офигенно. То же самое с кино, концертами, театрами, спортивными мероприятиями, билетами на самолет, отели и многое другое. Даже к врачу можно записаться через приложение Тинькофф. И если у вас iPhone, то купленный билет с помощью одного клика можно добавить приложение Wallet на iPhone и с помощью Apple Pay иметь к нему быстрый доступ, и меня как гика это особенно радует. Третье – это банкоматы Тинькофф. Можно ими пользоваться даже не доставая карточку. Подносишь телефон с Apple или Google Pay, вводишь пароль и вуаля, пользуйся. Есть поддержка не только рублей, но также долларов и евро.
И самое крутое, если близким людям нужно снять наличку, а у них с собой ничего нет, кроме телефона, то можно сгенерировать QR-код на определенную сумму, отправить его, и человеку остается только отсканировать код и получить деньги. Четвертое – это возможность снять деньги без комиссии в любом банкомате, как рубли, так доллары и евро по всему миру. А также можно переводить деньги на карты других банков без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. И что мне больше всего нравится, если отправлять по номеру телефона, то можно выбрать, в какой именно банк пойдут деньги, и это очень удобно. Пятое – это процент на остаток 5% годовых. Если в вашем банке такого нет и вы не понимаете, как это работает, сейчас объясню. Например, каждый день в течение месяца вы храните на Тинькофф Black 150 тысяч рублей. Так вот, просто за то, что вы храните там деньги, вы будете получать 625 рублей в месяц. И самое главное, что это не вклад, где ты положил деньги, допустим, на год и можешь про них забыть. Эти деньги просто лежат на твоем счету, ты ими можешь воспользоваться в любой момент времени, но помимо этого еще начисляют процент на остаток, что очень приятно. И это я перечислил только часть фишек Тинькофф Black, более мелких там еще на самом деле очень-очень много. И вот помимо всего этого, для моих зрителей, у которых еще нет карточки Тинькофф Black, есть просто офигительнейшее предложение. Тинькофф Банк вернет вам 1000 рублей, если вы потратите в первый месяц использования хотя бы 5000. Все, тратите 5000 минимум и получаете 1000 рублей настоящими обратно на счет. Все очень просто. Ссылка на заказ карту будет в первом закрепленном комментарии под этим видео, там же, где находятся и тайм-коды. Ну, а саму карточку Тинькофф Black к вам домой, либо в офис абсолютно по всей России бесплатно перевезет представитель банка, что также очень удобно. В общем, еще раз спасибо Тинькофф Банку за поддержку данного обзора. Ну, а мы переходим к Final Cut Pro 10. Поехали! Итак, сейчас мы на рабочем столе моего ноутбука, и перед тем, как мы зайдем в сам Final Cut Pro 10, давайте зафиксируем конфигурацию моего компьютера. Сейчас у меня установлена macOS Catalina версия 10.15.4. Мой MacBook это Pro версия 13 дюймов 2017 года на 256 гигабайт с тачбаром. Процессор Intel Core i5 двухъядерный, памяти всего 8 гигабайт LPDDR3 и графика встроенная. Это нам нужно все для того, чтобы вы понимали, как работает Final Cut при такой конфигурации компьютера. Также давайте посмотрим на сам Final Cut. Весит он всего чуть больше 3 гигабайт, и на момент записи видео у меня установлена версия 10.4.8. И теперь давайте запустим программу, запускаем ее. Сейчас появится окно запуска. Так вот она выглядит, кто первый раз видит. И все запускается довольно-таки быстро, даже с моей конфигурацией. Как видите, все уже работает. И давайте переходим к интерфейсу. Интерфейс Final Cut состоит из 4 основных частей. Сверху слева область называется браузер, и здесь мы храним наши проекты, а также файлы для них. Справа от браузера располагается плеер, и здесь мы можем делать предпросмотр нашего видео. Справа от плеера располагается инспектор, и здесь мы можем настраивать отдельные части видео, такие как видео, музыку, также другие объекты. У каждого из них есть своя характеристика, которую мы можем настраивать. И снизу располагается таймлайн, где мы можем располагать всевозможные объекты и тем самым строить наше видео как конструктор Lego. Помимо основных 4 частей интерфейса есть еще и дополнительные. Справа сверху от таймлайна располагаются 2 иконки. Первая из них отвечает за эффекты. Есть эффекты как для видео, так и для аудио. А также справа от эффектов располагается иконка Transitions, то есть переходы, которые можно вставлять между видео. В разделе браузера также есть 2 дополнительные секции. Первая из них отвечает за звуки, а вторая отвечает за титры и за генераторы. И кто сейчас мало чего понимает, что за что отвечает и что с этим можно делать, не переживайте, обо всем об этом мы подробнее поговорим чуть-чуть попозже. И да, все разделы можно настраивать как по ширине, так и по высоте, а также отключать не нужно, если они вам по какой-то причине не нужны. И таким образом можно настроить рабочее пространство так, как вам удобно, и создавать видео с комфортом. Переходим к браузеру. И кто забыл, браузер находится сверху слева, и это то место, где мы храним наши проекты, а также файлы для них. Перед тем, как создавать проект с видео, для начала нужно создать event. Event — это, грубо говоря, папки, где мы храним наши проекты и файлы для них. Так выглядит типичный event. Он имеет свое название, его можно переименовать как вам угодно. И вот мы видим, что здесь хранится как проект, так и файлы для нашего проекта. Event можно создать 2 основными способами. Первый через меню. Мы заходим в меню, файл,
New Event. По умолчанию он называется текущей датой. Чтобы его как-то отличать, можно его переименовать, например, тест. Внутри этого же ивента можно сразу создать проект, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Нажимаем ОК, и вот мы создаем наш пустой ивент. Ну и, как я уже сказал, есть второй способ. Просто нажимаем правой кнопкой мышки по браузеру, и вот у нас появляется первая же вкладка New Event. Также его называем, например, тест 2. Вот у нас появляется два пустых ивента. И чтобы их удалить, все просто. Делаем сочетание клавиш Command, Backspace, Continue, и вот мы удаляем наши пустые ивенты. Все как в Finder классическом на macOS, все достаточно просто. Теперь давайте поговорим о файлах и о самих проектах. Итак, мы создали пустой ивент, теперь пора в него добавлять файлы. Файлы можно добавить также двумя основными способами. Первый — это через импорт медиа, можно нажать сюда, либо же на иконочку сверху, и у нас открывается такое окно импорта. Здесь мы можем перемещаться по папкам внутри нашего компьютера. Давайте перейдем в нужную нам папку. Для примеров, браузер, попадаем в эту папочку. Здесь можно делать предпросмотр файлов, как аудио, так и видео. Нажмем на пробел, вот у нас включается предпросмотр. Можно выбирать по отдельности файлы, можно выбирать целый список, но не весь, если мы зажмем клавишу Shift. Можно выбирать отдельные файлы вместе через зажатый Command. Также можно выбрать все сразу, если мы зажмем Command-A. Нажимаем Command-A, здесь можно выполнить определенные настройки, но об этом чуть-чуть попозже. И нажимаем клавишу Import All. И все наши файлы добавляются в event, который мы назвали браузер. Но, как я сказал, файлы можно добавить и вторым способом. Давайте удалим текущие файлы, которые мы уже импортировали, и снова их добавим, если мы назовем папочку, ту же, которую я заходил, и при окне импорта выделяем их все и просто перекидываем в Final Cut, и они также добавляются в event, который мы назвали браузер. По поводу того, какие типы файлов можно импортировать в Final Cut Pro X. Как видите, это самые обычные видео. Также можно импортировать картинки и картинки без фона, которые имеют формат PNG. Также можно импортировать музыку, либо звуки и GIF файлы. И из всех этих типов файлов, впоследствии их может быть сколько угодно, мы и создаем наше видео. А теперь предположим, что мы импортировали не 5 файлов, как в данном случае, а допустим 100, 500 и возможно даже 1000 файлов. И вот чтобы в них не потеряться, их также можно разбивать на подкатегории. Для этого есть инструмент, который называется Keyword Editor. Он находится справа от иконки импорта. Я выбираю нужный мне файл, далее нажимаю на иконку Keyword Editor и присваиваю данному файлу какую-то характеристику, чтобы я мог его отличать в будущем от других файлов. Например, давайте назовем его видео, и у меня появляется подпапка под моим ивентом, которая называется видео, и здесь находится только данный файл. Также давайте выберем две картинки, например, вот эти, снова нажмем на Keyword Editor и назовем их Image. И также создается отдельная подпапка, которая называется Image, и здесь находится только два данных файла. И один файл может иметь не только один keyword, но, например, несколько. Давайте выберем, например, вот этот файл, нажимаем на Keyword Editor, и давайте снова добавим сюда видео. И данная картинка добавляется не только в Image, но также и в видео. И таким образом, если у вас сотни, тысячи файлов, то можно их разбить на подкатегории, чтобы в них впоследствии не запутаться. Либо если у вас есть какая-то постоянная библиотека файлов, можно их таким образом разбить на подкатегории и легче в них ориентироваться. Что касается предпросмотра файлов, которые находятся в нашем ивенте, есть также два основных варианта. Первый вариант — это список, как у меня сейчас, где я могу видеть название всех моих файлов, они отсортированы по времени. Сверху отображается превью, где я могу посмотреть, как изменяется файл в течение времени, если это видео, например, либо музыка. Справа также дублируется большое превью. Плюс списка в том, что я могу быстро ориентироваться по файлам, если они у меня как-то определенным способом названы. Но если они у меня не названы, то мне приходится тыкать в каждой по отдельности и смотреть на их превью, что они себя представляют. И в таком случае, если у вас файлы не названы, вы их импортировали с камеры, у вас 100 видео, то для этого есть такой способ, где мы видим превью всех файлов одновременно. Если, например, здесь какие-то загогулины, таких файлов 100, чтобы вам не просматривать каждый, можно так вот быстренько просмотреть, понять, ага, вот этот файл мне нужен, и закинуть его на таймлайн. Также можно их изменить по размеру, поменьше, либо побольше, в зависимости от того, сколько у нас файлов. И также можно по времени. Допустим, у нас есть большие видео, их можно сделать вот таким вот образом, чтобы они были поменьше. А если они у нас все маленькие, то можно сделать побольше и, соответственно, увидеть превью во всей красе.
С файлами разобрались, теперь переходим к проектам. Для понимания, что такое проект. Если представить, что наше готовое видео это книжка, то файлы это как раз таки страницы нашей книжки, то из чего оно состоит. А проект это обложка, где пишется, что это за книжка, кто ее автор, какой формат, грубое сравнение, но все же. Как создаются проекты? Как вы понимаете, есть два основных способа. Можно создать их через меню, соответственно, файл, new, project, либо же через браузер. Проекты создаются в ивентах. Тем не менее, если я зайду в определенный ивент, нажму правой кнопкой мышки, у меня ничего не произойдет, а потому что нужно нажать правой кнопкой мышки именно по браузеру, создаем новый проект, либо же через меню, как я показывал, и здесь мы можем выбрать именно ивент, в котором будет состоять наш проект. Проект можно назвать, это абсолютно не обязательно, потому что это ни на что не влияет. Тем не менее, если у нас, допустим, 5 проектов, то чтобы в них не запутаться, то можно дать каждому определенное название. В каком ивенте состоит наш ивент, я об этом уже сказал. И дальше выбираем настройки нашего проекта, что это будет за видео. Можно выбрать разрешение, есть готовые пресеты 4К, 2К, Full HD и обычный HD. Допустим, выбираем HD, видим разрешение 1920 на 1080, а 4К это уже 3840 на 2160 точек. Можно выбрать фреймрейт, то есть 60 кадров в секунду, 50, 30, фильмография 24 кадра в секунду и тому подобное. Обычные камеры в большинстве случаев снимают 30 кадров в секунду, но есть и 60 кадров тоже. Можно выбрать настройки кодеков и аудио. И если вы в этом ничего не понимаете, так же как и я, то рекомендую оставлять все как есть, больше ничего не трогать. Нажимаем ОК, и у нас создается наш проект. Вот он есть, сейчас в нем ничего нет, пустой таймлайн, потому что мы сюда еще ничего не закинули. И как я уже сказал, проектов может быть не один, а сразу несколько, 2, 3, 5, 10, хоть сколько угодно. И, например, сейчас мы создали проект с разрешением 4К, а, допустим, я хочу создать проект с вертикальным разрешением для истории Инстаграма. Также создаем новый проект. Нажимаем New Project, выбираем Event Browser, называем его Vertical. И теперь мне нужно выбрать разрешение. Как видите, у меня есть готовые пресеты, но все они с горизонтальным форматом, нет вертикального. И чтобы создать вертикальный, нужно выбрать Custom. И теперь я выбираю разрешение, и здесь нужно поменять две этих цифры местами. То есть 1080 на 1920. Горизонтально и вертикально. Также выбираем фреймрейт, допустим, 30 кадров в секунду, ОК. И вот у нас появляются два наших проекта. Один горизонтальный, другой вертикальный. Таким образом создаются проекты. И что касается взаимосвязи файлов и видео, допустим, давайте откроем проект тест и используем файл, который называется видео. Вот мы закинули на таймлайн наше видео, но, допустим, я хочу использовать это же видео и в проекте, который называется Vertical для Инстаграма. Я также закидываю данный файл на таймлайн, и теперь у меня используется он и здесь, и здесь. То есть у меня нет ограничения по тому, сколько можно один и тот же файл использовать в разных проектах. Поэтому можно создавать постоянные библиотеки файлов, например, всевозможные вставки, какие-то картинки, которые вы используете в ваших видео на постоянной основе, и использовать их во всевозможных проектах, и тем самым экономить свое время для того, чтобы организовывать файлы и начать создавать видео. Переходим к инспектору. Инспектор находится в правой части от плеера, и это именно то место, где мы можем регулировать отдельные части наших объектов, которые находятся на таймлайне, будь то видео, картинка, либо музыка. В зависимости от того, с каким объектом мы сейчас работаем, нам будут доступны определенные параметры форматирования. Допустим, я выбираю видео, и нам доступны следующие параметры. Это видео, цветокоррекция, звук, информация об этом видео. Если я выбираю картинку, мне доступны только варианты видео и цветокоррекция, а также информация. Если я выбираю только музыку, то мне доступны только варианты форматирования музыки. Либо же я выбираю текст, и у меня появляется такая вкладочка форматирования текста. И, соответственно, выбираю нужный объект, и у меня появляются разные варианты его форматирования. Это называется инспектор. Теперь давайте поговорим о каждом параметре отдельно и начнем с видео. Первое это у нас opacity. Opacity это прозрачность, 100% это непрозрачный объект, 0% это полностью прозрачный объект. Соответственно, где-то 50 это полупрозрачный, возвращаемся к 100, он становится непрозрачным. Вкладка Transform. Первое. Position это то, где находится наше видео на оси X и Y. Соответственно, сейчас оно имеет координаты 0, 0, но я хочу его подвинуть немножко вправо. Меняю ось X, вот оно у меня перемещается вправо. И, соответственно, если я сделаю ось X отрицательный, он переместится у нас влево.
Rotation — это то, под каким градусом у нас находится наше видео, например, 90 градусов, 180 — это перевернутое, либо вот 275. И также давайте возвратимся на 365 градусов. Scale — это увеличение нашего объекта. Его можно как растянуть по оси X, так и Y, так и все вместе. Если мы его будем растягивать по всему сразу, то мы просто увеличиваим наш объект, как бы приближая его виртуально. Но можно его также растянуть по оси X, вот так вот его как бы вытянуть, и по оси Y, так вот его растянуть вверх. Как бы вот мы его тянем сверху и снизу. Anchor — это противоположность у нас позиции. Не знаю, зачем она нужна. Если я его делаю положительным, то он у меня уезжает влево. Если отрицательным, то уезжает вправо. Соответственно, полностью противоположность обычной нашей позиции. Переходим к кропу, и здесь есть три основных варианта. Первый — это трим. Мы можем обрезать наше видео, либо же картинку по определенным частям. Например, слева я его могу вот так вот обрезать. Не перемещается, а именно обрезается с этой части. Второе — это кроп. Грубо говоря, это аналог скейла, где мы приближаем наш объект. Например, вот больше 100 мы его приближаем, меньше 100% мы его отдаляем. Кроп — это то же самое, только мы можем приближать определенные части. Например, вот так вот справа, либо слева, вверх, вниз. И третий вариант — это у нас Ken Burns. В данном случае у нас ничего не отображается, потому что он имеет графический интерфейс, и все вот эти три вещи, Trim, Crop и Ken Burns, они имеют графический интерфейс, они располагаются в плеере. Если я нажму сюда и выберу Transformation, то у меня отображается такой вот графический формат, где я могу перемещать кадр, и видите, справа у нас также меняются цифры по оси X, Y. Могу его делать больше, либо меньше, теперь у меня меняется Scale. Давайте вернемся в исходное состояние. Теперь переключимся на кроп, где мы можем графически наше видео как-то обрезать. Вот так мы его, допустим, обрезаем сверху на серединку, делаем ОК, и вот у нас теперь видео обрезано таким вот образом. Я могу его также теперь переместить, Transformation. Так вот делаю, как видите, он у меня обрезан посередине, я его перемещаю по оси X, Y. Соответственно, помимо трима, где мы режем видео, у нас есть и кроп, который аналог скейла, но приближение определенной части. Допустим, я хочу приблизить вот эту часть. Нажимаю Done, и у меня растягивается видео на эту площадь по всему плееру. Давайте вернемся и выберем Ken Burns. Я могу перемещать нашу камеру во времени нашего видео, всего вот этого отрезка от начала и до конца. Я выбираю точку А и потом выбираю точку Б. Давайте сделаем ее чуть-чуть поменьше. Теперь камера у меня будет двигаться от точки А к точке Б на протяжении всего этого таймлайна. Давайте нажмем Done, включим наше видео. Как видите, у меня камера плавно двигается слева направо, так как я ее и указал в графическом интерфейсе. Чтобы отключить Ken Burns, нужно зайти в этот раздел и перейти, например, на Crop либо Trim, и теперь Ken Burns работать не будет. Я нажимаю, и у меня видео на полном формате. После кропа идет раздел Distort, где мы можем менять наше видео не только по оси X, Y, но еще и по оси Z. Как это работает? Также у него есть графический интерфейс, все можно регулировать цифрами, но на графике будет более понятно. Переходим в Distort, и я могу, допустим, наклонить видео сейчас как бы назад. Давайте мы его сделаем. Вот, видите, я его наклоняю назад относительно нас. То есть, вот, представим, что теперь он у нас плоский, вот так вот лежит. Могу вернуть его в обратное состояние. Давайте теперь я его наклоню как бы справа налево через середину. Вот так вот я его наклоняю. Вот, все, мы переходим ось, и теперь его не видно. Вот, и мы можем таким образом менять наше видео, куда-то его подстроить. Например, у нас есть картинка монитора, и мы хотим встроить туда видео. Таким образом мы можем менять его в осях X, Y и Z. Следующие разделы — это встроенная стабилизация Final Cut Pro X, то есть оно делает трясущееся видео менее трясущимся, и Rolling Shutter. Rolling Shutter — это то, когда у нас объект как-то быстро двигается на кадре, тем не менее у него остаются тени после него, то есть какие-то проекции. Все потому, что камера у нас снимает видео не полностью со всей матрицы, а как бы сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Соответственно, если объект в движении и камера сканирует его сверху вниз, то могут оставаться некоторые такие вот кусочки объекта во времени, и Rolling Shutter это может у нас исправлять. Возьмем исходное видео, где у нас нет ни стабилизации, ни Rolling Shutter. Оно выглядит вот таким вот образом, то есть оно у нас трясется. Я уже заранее применил стабилизацию и Rolling Shutter. Это занимает немножко времени, все в зависимости от длины ролика и того, как сильно оно трясется, но не слишком много на самом деле. Выбираем стабилизацию, выбираем Rolling Shutter. Видите, оно у нас приближается, потому что оно у нас теперь по краям будет как бы центрироваться относительно кадра. Вот оно у нас приближается. Также это работает и в мобильных телефонах, когда мы включаем электронную стабилизацию. И смотрим наш файл со стабилизацией. Видите, ну, все намного лучше. И без стабилизации и Rolling Shutter. Вот так вот оно трясется. Снова включаем стабилизацию, Rolling Shutter.
Ну, все намного лучше. В общем-то, такая штука есть в Final Cut во встроенном режиме. Переходим к следующему параметру, это цветокоррекция. Всего у него есть 3 основных параметра. Первый это цвет общий, мастер, тени, средние и светлые кадры. То есть я возьму мастер и могу поменять какой-то общий оттенок всего нашего видео. То есть видите, могу его сделать желтым, красным, зеленым и тому подобное. Вернем его в исходное состояние. Также могу поработать с насыщенностью цветов красных, зеленых и синих оттенков, то есть RGB. Возьму красный, как видите, у меня сейчас меняется цвет кожи, посмотрите вот сюда. Вот она меняется от более насыщенного к менее насыщенному. Но также красный цвет влияет и на другие цвета. Возьму еще зеленый цвет, он сейчас поменяется более сильно, потому что много травы на кадре. Вот так, видите, она становится более такая насыщенная и менее насыщенная. При этом телефон белого цвета остается неизменным. И синий цвет, его здесь немного на кадре, но тем не менее он также влияет на общую насыщенность всего кадра. И третий параметр это свет. Я могу редактировать цвет общим ползунком, он находится слева от более мелких. Также это работает и для насыщенности. Как и в насыщенности могу регулировать отдельные параметры. Например, тени делаю чуть посветлее, средние тона делаю пониже вот так вот. И теперь делаю светлые тона поярче. Таким вот образом меняю картинку. И могу посмотреть, как было и как стало, отжимая и отжимая чек. Отжимаю, так было исходное состояние, так стало. И таким образом могу настраивать цвет на моих видео и картинках. И помимо такого формата изменения цвета, можно также их менять в других форматах. По сути, они делают все плюс-минус одно и то же, но меняется лишь инструмент. Были такие вот ползунки, теперь это wheel, то есть колеса, также можно изменять насыщенность и свет. Также можно здесь изменять цветовую температуру, делая ее более холодной, либо же более теплой. Также есть два варианта кривых. Подобные кривые, где мы работаем с RGB, а также свет. И такие кривые, где мы можем работать с насыщенностью и что-то еще. От цветокоррекции переходим к звуку, и что здесь можно делать? Можно изменять общую громкость, то есть volume, сейчас у меня звук выключен на видео, переходим к вот этому для примера. Но я могу его включить, перевести к исходному состоянию. Мы сразу видим у нас таймлайн нашего звука, либо сделать его чуть погромче и чуть потише. Сразу видите, Final Cut дает нам понимание, где высокий и средний уровень звука. Если красный, то это прям запредельный уровень, то есть будет очень громко. И вот мы его доводим до синего цвета, когда пропадает желтый, то это оптимальный уровень звука. Также во встроенных инструментах есть эквалайзер, где мы можем изменять всевозможные частоты. Есть разные пресеты для голоса, музыки, громко, басы и тому подобное. Можно также изменять еще раз громкость. Если честно, не особо понимаю разницу между volume и loudness, и я всегда использую обычно volume. Следующая встроенная функция в изменении звука это шумоподавление. Давайте послушаем оригинальный ролик, как он у нас звучит. Теперь снова Xiaomi Mi A3, но уже с Google камерой. Здесь нет поддержки 60 кадров в секунду в том моде, который я использую. Но, по крайней мере, это самый лучший мод, который я смог найти. Как слышали, есть достаточно много шумов от улицы. Давайте включим шумоподавление на уровне 50. Это стандартный уровень. Xiaomi Mi A3, но уже с Google камерой. Здесь нет поддержки 60 кадров в секунду в том моде, который я использую. Но, по крайней мере, это самый лучший мод, который я смог найти. Давайте теперь включим 100%. Но уже с Google камерой здесь нет поддержки 60 кадров в секунду в том моде, который я использую. Но, по крайней мере, это самый лучший мод, который я смог найти. Также зацените, как работает микрофон. Не знаю, по-разному ли они их обрабатывают, или все-таки это уже железо влияет на это. Но вот как-то так. Давайте тоже пробегусь, как раз посмотрите, есть ли разница между стабилизацией или нет. В общем-то, так работает встроенное шумоподавление достаточно неплохо, по моему опыту. Hum Removal — это инструмент, который может убирать некие такие электрические звуки с видео. По моему опыту я их ни разу не встречал. Также Pan — это всевозможные пресеты, здесь очень много чего есть. Единственное, что здесь есть полезное, это регулировка стерео правого либо левого канала. Если, допустим, мы снимали какую-то петличку, либо микрофон у нас ошибся и слишком много звука отвел на правый канал, то мы можем переместить его на левый и тем самым сделать регулировку звука, чтобы он у нас был полноценным нормальным стерео. Переходим к форматированию текста. Здесь, конечно же, можно изменять сам текст. Это можно делать как в плеере. Нажимаю 2 раза, тестовый, допишем текст уже в инспекторе. Можно изменять шрифты. По умолчанию в macOS их достаточно много, но также можно подгрузить и сторонние шрифты, установив их на macOS, и они автоматически подгрузятся в Final Cut Pro.
Можно изменять размер текста как всего сразу, так и слов по отдельности. Допустим, я хочу, чтобы это слово было немножко поменьше, вот таким вот образом. То же самое касается горизонтального выравнивания, вертикального, размера между линиями, то есть чтобы оно было побольше, поменьше. Трекинг — это расстояние между буквами слов. Кернинг перемещает текст относительно другого текста справа либо слева. Бейслайн меняет расстояние с первого слова сверху либо снизу. Можно сделать все капсом, чтобы оно таким образом было. Регулировать размер капса, а также можно регулировать позицию, rotation, как я показывал ранее, то есть менять его вот так вот по осям X, Y, Z, увеличивать его в размере. То же самое касается 3D текста, можно составлять, чтобы это был камень, вода, воздух. Face — это то, как выглядит наш текст, то есть цвет белый, черный, все это редактируется стандартными настройками Mac OS. Прозрачность, blur, outline — это выделение цветом текста по краям. Glow — это то же самое, только для внутреннего цвета. И drop shadow — это, соответственно, тень для нашего текста. Что касается информации файлов, то в обычных объектах она мало чего может сказать. Единственное, для чего полезна информация, если мы хотим изменить уже готовый проект. Я хочу, чтобы это был не 4К, а Full HD. Нажимаю на Modify и могу поменять его на Full HD. И как вы могли заметить, в изменении параметров есть еще дополнительные функции. Например, я изменил трансформацию, но хочу увидеть, как выглядело видео до этого. Я могу отключить целый раздел трансформации. То же самое касается каких-то отдельных частей внутри отдельного раздела. Допустим, хочу изменить ось X к дефолтному ее состоянию. Нажимаю на данную стрелочку. А также практически в каждом параметре можно регулировать ключевые кадры. Они находятся чуть левее кнопки по возврату к исходному состоянию. Нажимаем сюда, добавляется ключевой кадр, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Переходим к таймлайну. Таймлайн — это именно то место, где мы создаем наше видео по типу конструктора Lego из тех файлов, которые мы добавляем в браузер. Таймлайн делится на сторилайны. Есть одна основная, primary storyline, так и второстепенная. Они могут располагаться как сверху, так и снизу. И как видите, основная сторилайн может быть не только видео, но она может быть также и картинкой, и пустым генератором, и даже просто музыкой. Вот так вот у нас идет primary storyline. Над Primary Storyline располагаются графические объекты, то есть либо картинки, либо видео. Давайте сейчас перекинем видео над Primary Storyline. Как видите, у нас идет видео из Primary Storyline, а дальше начинается видео из второстепенной, которое находится над Primary. То есть действует принцип слоев, как в Photoshop. Все, что находится над Primary Storyline, оно и будет проигрываться, если оно имеет какую-то графическую составляющую. Если я сейчас перекину еще одно видео над этим видео, то будет играться то, которое находится на самом верху. Вот такой принцип слоев. А снизу под Primary Storyline обычно располагается какая-то музыка либо звуки. Таким образом у нас идет видео, и все, что сверху графически, оно отображается, и снизу проигрывается какая-то музыка и также звуки. Если присмотреться, то видно, что когда мы добавили файлы на второстепенный Storyline, как сверху, так и снизу, рядом с Primary появились какие-то точки в тех местах, где начинаются файлы на второстепенных Storyline. Данные точки отображают связь второстепенных файлов как сверху, так и снизу с основным файлом, которым находится на Primary Storyline. Например, если я сейчас перемещу вот этот файл сюда, то видите, точка появляется с этим файлом. На что это влияет? Если я перемещу основной файл, который находится на Primary Storyline, то дополнительный файл, который находится сверху либо снизу, и который присоединен к этому файлу, он также переместится в таймлайне. И таким образом я могу перемещать этот файл, и все дополнительные файлы также будут перемещаться. И чтобы убрать связь, соответственно, нужно переместить данный файл на какой-то другой, и теперь он будет присоединен к этому объекту. Как добавлять файлы на Storyline? Вы уже видели, что можно просто перетягивать файлы с браузера прямо на Storyline, они будут попадать именно туда, куда мы их и перетаскиваем. Они могут попадать прямо на Primary Storyline, либо на второстепенный, и как видите, один и тот же файл можно добавлять несколько раз на один Storyline. Но помимо обычного перетягивания файлов с браузера сразу на Storyline, есть еще 4 дополнительных способа, как добавить файл на Storyline, и все они отображаются вот в данном месте. Все эти 4 способа имеют собственные шорткаты, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже, но для наглядности я буду нажимать на них мышкой. Допустим, я хочу, чтобы данный файл у меня сразу попал на второстепенную Storyline в данном месте, где у меня установлен курсор. Я нажимаю на данный файл, нажимаю сюда, и он попадает на второстепенную Storyline. А теперь я хочу, чтобы этот файл попал уже не на второстепенную Storyline, а сразу на Primary. Причем мне не нужно сначала разрезать этот файл, как-то его вставлять, если бы я это делал при обычном перетягивании. Я просто нажимаю сюда,
Нажимаю сюда, и теперь у меня этот файл сразу попадает на primary storyline, причем он разделил этот файл, который был здесь до этого, на два куска. И теперь я хочу, чтобы этот файл у меня просто попал в самый конец моей основной primary storyline. Нажимаю на него, сюда, и теперь он у меня попадает в самый конец. И последний вариант. Допустим, я хочу, чтобы этот файл сразу попал на primary storyline, но я не хочу, чтобы вот эта часть у меня как-то отображалась, я хочу ее по-быстрому заменить. Я нажимаю на этот файл, выбираю последний, четвертый вариант override, и как видите, с этого момента этот файл добавляет сюда и полностью перезаписывает тот файл, который находился на этом месте. Таким образом можно добавлять файлы на Storyline не только обычным перетягиванием, но и по-умному, особенно если вы будете использовать шорткаты, например, клавишу W, то можно это делать все автоматически и быстро. И причем заметьте, те файлы, которые сейчас используются у нас на Storyline, они отмечаются галочкой напротив файла. То есть таким образом можно контролировать, какой файл используется на Storyline, а какой не используется. Давайте этот файл мы удалим, и как видите, галочка напротив него пропадает. И последнее, что касается Storyline, это курсоры. Курсоры можно найти справа от того, как мы можем импортировать файлы, и их есть всего 7 штук. Это Select, Trim, Position, Range Selection, Blade, Zoom и Hand. Как это все работает? С помощью первого и основного курсора, который называется Select, можно делать следующие вещи. Конечно же, можно перетягивать объекты на таймлайне, и это основной инструмент для постройки нашего видео. То есть мы перемещаем объекты слева направо, справа налево, сверху вниз, и все это делается с помощью данного курсора. Также можно обрезать объекты по краям. Допустим, я хочу сократить данный кусок видео. Хочу, чтобы он начинался не с этого места, а вот с этого, и хочу, чтобы именно с этого кадра он начинался. Я просто навожу мышку на конец данного объекта, нажимаю и тяну вот до этого места. Теперь он у меня обрезается с этого края. Я хочу его также обрезать вот по эту сторону. Нажимаю сюда, тяну до этого места, и таким образом я обрезаю данный объект. И помимо обрезки одного файла, который может находиться как на primary, так и на основной storyline, можно также обрезать два файла одновременно, но нужно, чтобы они находились на primary storyline. Например, я хочу поменять пропорции вот этих двух соседствующих файлов, но при этом я не хочу менять общую длину моего ролика. И чтобы мне вот так вот не двигать один файл и не двигать другой файл, подбирать их по общим параметрам, можно просто щелкнуть между ними два раза. Открывается такой редактор видео, и теперь я могу выбрать нужные мне кадры, нужные пропорции. Как видите, общая длина видео у нас при этом остается неизменной. Следующий курсор это Trim, но сейчас останемся на селекте. Предположим, что у нас есть вот этот файл, я знаю, что он обрезан, но я хочу, чтобы с этого места он начинался с самого начала. Если бы я использовал Select, мне нужно было сначала вытянуть данный файл до конца, а потом переместить его именно на ту точку, где бы я хотел, чтобы он начался. Выберем Trim и просто потянем с самого начала, и как видите, у нас файл продолжается именно с этой точки, но доходит до начала, и тем самым мы экономим одно действие. Что касается конца, то он здесь также обрезает видео с начала до какой-то конкретной точки, так же как и Select. И еще одна классная функция трима. Допустим, я хочу, чтобы этот файл у меня оставался продолжительностью 9 секунд. Тем не менее, мне нужно как-то переместить в нем внутри кадра. Так вот, чтобы опять же его не обрезать с начала, конца, просто выбираем трим и перемещаем видео в пределах данного файла. Причем он меняется на всей его протяженности, то есть от самого начала до самого конца, но при этом длительность остается одной и той же. Следующий курсор это Position, но опять же останемся на селекте для сравнения. Допустим, я хочу переместить данный объект на Primary Storyline вот в эту точку, но я не могу просто так потянуть и переместить его сюда, потому что действует эффект магнита, то есть не может быть пустых частей на Primary Storyline. Чтобы это исправить, с помощью селекта мне нужно создать пустой генератор, вытянуть данный файл, и теперь он у меня оказывается на данном месте. Но с помощью Position все это делается опять же с помощью одного клика. Выбираем Position и просто перемещаем данный объект именно туда, куда мы его хотим, а пустой генератор создается автоматически. Однако с позишеном нужно быть немножко аккуратно, потому что если справа либо слева у нас находятся какие-то файлы, то если я потяну направо, то он будет перезаписывать файл, который находится справа. Он пропадает. Соответственно, в этом плане нужно с ним быть поаккуратнее. Следующий курсор это Range Selection, то есть выбор какого-то промежутка. И исходя из его названия, он так и работает. Мы выбираем какой-то промежуток на объекте, с ним делать все, что хотим, удалять, вырезать и тому подобное. Следующий курсор, пожалуй, один из самых известных, это Blade, то есть лезвие. Его роль заключается только в одном, чтобы резать файлы на сторилайне. Можно резать как основные, так и второстепенные, а потом делать с ними все, что угодно. Перемещать, удалять, добавлять переходы, либо какие-то эффекты к определенному куску файла и тому подобное. В общем, все это можно делать с помощью Blade.
Следующие два курсора нам нужны для навигации. Зум, соответственно, зумит нас на какую-то определенную зону. Допустим, я хочу выбрать вот этот вот отрезок, и теперь они у меня появляются в вот таком вот большом разрешении. И последний курсор — это Hand. Я могу просто перемещаться по Storyline, если, допустим, у меня мышка, но у меня есть трекпад, поэтому я просто могу двумя пальцами возить туда-обратно. Также могу щипками перемещаться вперед, назад, и для этого мне не нужны последние два инструмента, но тем не менее они тоже есть. Теперь поговорим про дополнительные вещи, такие как эффекты, переходы, звуки, титры, генераторы и тому подобное, как они работают и как с ними можно взаимодействовать. Начнем, конечно же, с эффектов и переходов, которые находятся рядом со сторилайном. Как я говорил в самом начале, эффекты подразделяются на два основных типа: для видео и для аудио. И вот все, что вы сейчас видите, 90% это предустановленные эффекты Final Cut Pro X, то есть их здесь достаточно много и можно, конечно, немножко поразвлечься. Для того, чтобы узнать, как действует эффект, не обязательно применять его к объекту на сторилайне. Можно выбрать определенный объект, к которому мы хотим применить эффект, и просто поводить мышкой, тем самым можем просмотреть, ага, вот так вот будет выглядеть эффект. Тем самым мы можем экономить время, если мы заранее не знаем, как работают определенные эффекты. И когда мы определились с тем, какой эффект мы хотим применить к определенному объекту на нашем тайлайне, достаточно просто переместить его на нужный нам объект, и эффект автоматически применится, как видим, вот так выглядит. И как видите, настройки данного эффекта попадают в инспектор. Посмотреть, как это все выглядит в режиме реального времени на определенном кадре. И чтобы посмотреть, как это выглядело до и после, достаточно просто отжать галочку до, после. И, например, если я хочу полностью удалить данный эффект, то я могу его выбрать, нажать Backspace, тем самым объект удалится с данного объекта полностью. Но допустим, что вам не нужны вот эти эффекты, а вам нужно применять какие-то специфичные действия к вашим объектам. Например, вам нужно на постоянной основе понижать прозрачность, либо увеличивать скейл и все в этом роде. Чтобы каждый раз не мучиться с настройкой в инспекторе, можно задать определенные параметры, которые вы хотите использовать на постоянной основе, и сохранить их как эффект. Нажимаем Save Effects Preset, сохраняем эффект. Можно отрегулировать, что именно нужно сохранить. Можно создать собственное имя, убрать его в определенную категорию в наших эффектах, поместим в Basics, сохранить Basics. Вот, теперь он у нас сохранен. Я его могу переносить так же, как эффект, к другим своим объектам. И, как видите, применяются все те же самые настройки. От эффектов переходим к Transitions или переходам по-русски. Можем добавить Transition. У транзишенов есть собственные настройки, если мы на них нажмем, и у каждого они могут быть индивидуальны. Конкретно у этого можно выбрать угол блюра. Но помимо настроек в инспекторе, переходами также можно управлять и на таймлайне. Как видим, у нас здесь есть несколько вариантов. Мы можем увеличить длину нашего перехода, то есть чтобы он был либо короткий, либо долгий, причем мы видим начало кадров, когда он начинается и заканчивается. Также мы можем переместить наш переход, допустим, не в этой точке мы хотим, а здесь. Как видите, у нас получается переносится cut, blade, который мы сделали заранее до этого. А также мы можем изменять длину объекта, который находится либо справа, либо слева до перехода. Для этого нужно потянуть переход вот в этом месте, где находятся две линии. Причем нужно это делать не посерединке, тогда мы изменяем длину самого перехода, а именно в этом месте. Причем заметьте, когда мы тянем слева, то мы изменяем длину объекта, который находится справа. И когда мы тянем справа, мы, соответственно, изменяем длину объекта, который находится слева. Тем самым можно управлять переходом и кадрами, с которыми он взаимодействует. Один неприятный момент, связанный с переходами в Final Cut Pro X. Давайте вызовем окно переходов и, допустим, применим данный Transition к этим двум объектам. Как видим, все работает нормально. Давайте теперь его применим здесь. Также все работает адекватно. Но в некоторых местах непонятно почему. Иногда происходят ошибки, точнее не ошибки, но сейчас вы все увидите. Два объекта. Давайте к ним применим Transition. Как видим, появилось не то, что обычно, но появилось какое-то сообщение. Пишет, что ему как будто бы недостаточно места, причем непонятно, где ему здесь ничего недостаточно. Давайте продолжим. И как видим, он съедает просто огромное количество места. Давайте удалим этот переход, выпрямим обратно. Вот, то есть был оригинальный клип, переход. Да, снова продолжить. Причем его никак не подвинуть, ничего нельзя сделать. И как побороть эту проблему? Если у вас выползает такая ошибка с переходами, то что можно сделать? По крайней мере, что делаю я, чтобы решить эту проблему? Я вызываю пустой генератор. Теперь я перекидываю клип сверху, которым хочу добавить переход, и его нужно будет немножко подвинуть. Теперь я добавляю переход к клипу, который находится сверху,
могу его подкоротить и теперь переставляю так, чтобы это место находилось посередине между переходами. Теперь, как видите, я могу регулировать длину клипа, могу регулировать длину перехода, а сами клипы у меня при этом не обрезаются. И поэтому, если у вас происходит такая ошибка, где он пишет, что ему недостаточно места, то можно делать так, и все тогда будет работать нормально. От Transitions переходим к звукам, титрам и генераторам, которые находятся над браузером. Кстати, вопрос, почему они не находятся здесь справа, не знаю. Видимо, так решили дизайнеры Final Cut, что так будет удобнее. Тем не менее, переходим во вторую вкладку, видим, что здесь есть 3 категории. Это Photos, Music и Sound Effects. В категории Photos будут находиться файлы, которые мы импортировали в программу фото. Здесь могут быть как наши фотографии iCloud, так и фотографии, которые мы просто вручную сюда добавили. Соответственно, как только мы их туда добавляем, они появляются в данном разделе. Я данной программой не пользуюсь, поэтому у меня здесь ничего нет. То же самое касается раздела Music. Если какие-то файлы добавлять в приложение музыка, то они также отобразятся и в Final Cut в данной категории. Не могу сказать по поводу платной музыки, которую мы, допустим, покупаем в iTunes, попадет она сюда или нет, я не пробовал, поэтому не могу сказать. Но музыка, которую мы вручную добавляем, она сюда точно попадает. И третий раздел называется Sound Effects. В Final Cut Pro есть достаточно большая база встроенных звуков всевозможного типа. Есть разные категории. Взрывы, оружие, животные, люди, какие-то механические звуки, работа, дом и тому подобное. Давайте включим какой-нибудь пример. Мультипликационные звуки. Давайте. Люди. Что-то связанное с толпой. Люди просто разговаривают, либо плачет ребенок. Звуковые эффекты, которые вы можете использовать в ваших видео. Единственный момент, если по какой-то причине вы не можете найти звуковые эффекты в вашем Final Cut Pro X, то вам нужно будет скачать программу GarageBand. После того, как вы ее скачиваете, вам предложат загрузить библиотеку звуков. Так вот, когда вы их загружаете, они появятся в Final Cut Pro. После этого можно удалить GarageBand, но при этом не нужно удалять все файлы, которые идут вместе с ним. Там будет такая галочка, убираете ее, этим самым GarageBand вы удаляете, освобождаете память, но при этом звуки у вас остаются, и вы можете использовать их при монтаже видео. И последняя вкладка, которая находится над браузером, это титры и генераторы. Титры — это текст, который мы можем добавлять в наше видео. Они бывают разные, бывают 3D, бывают с разными эффектами, вылетают, улетают. Бывают вот такие вот титры предустановленные, можно добавлять картинки. Все вот это встроенные титры Final Cut Pro X. И если вам не нужны все вот эти новомодные крутые титры, то нужно перейти в Bump and Down. И вот есть стандартный Basic Title, добавляем его на таймлайн. И можем просто добавлять какой-то текст, как я уже показывал, регулировать наш шрифт, размер и так далее и тому подобное. И последнее — это генераторы. Не могу точно сказать, что такое генераторы и для чего они нужны. Как я понимаю, это просто фон для чего-то. Вот у нас есть всевозможные картинки, например, облака, занавески, причем с анимациями, какая-то линия, как из Star Wars, какая-то вот звезда. Единственное, что я отсюда использую, это Solids и Custom. Все потому, что именно у этого генератора можно менять цвет. Я хочу, чтобы он у меня был не черный, а, допустим, желтый, красный, фиолетовый, синий, бирюзовый, зеленый, в общем, какого угодно цвета. Это самый полезный генератор отсюда, по моему опыту. Все остальное, это, конечно, на любителя. И если вам не хватает встроенных эффектов, переходов, титров, генераторов, всякое бывает. Бывает, что встроенных возможностей не всегда хватает. Можно установить сторонние плагины. Как это нужно делать? Вы находите сторонний плагин на каком-нибудь сайте, он может быть бесплатным, либо платным. Какая-то из них устанавливается как программа, но другая часть из них устанавливается просто переносом файла в определенную папку. Нам нужно зайти в Finder, дальше нужно перейти в фильмы. Если по какой-то причине у вас нет фильмов, то нужно перейти в Finder, настройки, боковое меню и добавить фильмы. Вот они здесь находятся. Отключаем, включаем. Переходим в фильмы, дальше видим нашу библиотеку. Мои проекты — это как раз таки данная библиотека, но нам нужна папочка Motion Templates. И здесь мы видим как раз таки Transitions, вот это, Titles, вот это, генераторы, эффекты и тому подобное. Я хочу добавить какой-то эффект. Заходим в папочку Эффекты. И вот у меня уже установлен какой-то плагин, который называется Tapsa. Давайте мы его здесь найдем. Переходим в эффекты. И видим, у меня здесь есть папочка, да, она называется Tapsa. Когда-то я установил сторонний плагин. Соответственно, если я его отсюда удалю, то он также удалится из Final Cut. Таким вот образом можно добавлять сторонние плагины Final Cut. Достаточно все просто, но если вы это делаете в первый раз, то немножко все запутано. Надеюсь, я это объяснил, как это делается.
Наконец-то переходим к шорткатам. Как и любая уважающая себя профессиональная программа, Final Cut Pro имеет шорткаты практически на каждое свое действие. Шорткаты можно найти прежде всего в меню. Мы видим, мы вызвали меню. Допустим, переходим во вкладку Edit и видим, что напротив практически каждого действия есть сочетание клавиш, которое позволяет выполнять это действие не мышкой, а сразу на клавиатуре, что помогает экономить время. Я не буду показывать все шорткаты, которые есть в Final Cut Pro, потому что в этом абсолютно нет смысла, но хочу показать свои самые любимые, которые я использую в работе на постоянной основе, которые мне помогают экономить время при монтаже видео. Прежде всего, это стрелки. Чтобы не водить мышкой и не искать нужный мне тайм-код вдоль до миллисекунд, можно просто нажать на определенный тайм-код, там, где мы примерно хотим, и можно стрелкой перемещаться по таймлайну и искать нужный кадр вплоть до миллисекунд. Допустим, я хочу переместиться на 20 кадр, вот он есть, и дальше делаю то, что с ним хочу. Следующий шорткат это, конечно же, копировать и вставить. Здесь все как в стандартной Mac OS, Command-C копировать, и, допустим, здесь хочу вставить этот клип, Command-V вставить. Также помимо обычного копирования объекта можно копировать его эффекты, которые к нему применены. Для этого мы также выбираем объект, нажимаем Command-C копировать, выбираем нужный нам объект, к которому мы хотим применить эффекты, нажимаем Command-Shift-V, и у нас появляется окошко, где мы можем выбрать, какие эффекты можно вставить. Применяется не все подряд, а именно то, что мы хотим применить. Допустим, я хочу убрать трансформ, все, и теперь данные эффекты у меня успешно применены и к этому объекту. Следующий объект это выделить все. Допустим, мне нужно скопировать полностью весь мой таймлайн. Для этого я нажимаю Command-A, и у меня выбираются все объекты, которые находятся на таймлайне. Для того, чтобы удалить объект, очевидно, нужно нажать на клавишу Backspace, и он удаляется, при этом файл у нас остается в браузере. Для того, чтобы эффективно перемещаться по таймлайну и не делать скролла на тачпаде, как видите, есть небольшие подлагивания, а если у нас большой таймлайн, то могут быть большие подлагивания. Так вот, чтобы этого не было, достаточно нажать на нужную часть на таймлайне и использовать сочетание клавиш Command плюс, либо Command минус. Таким образом, мы приближаем либо уменьшаем таймлайн, но при этом это происходит довольно-таки быстро и без особых лагов, могу сказать по своему опыту. Также очень полезный шорткат, чтобы нам каждый раз не отдалять и не приближать таймлайн, можно просто делать сочетание клавиш Shift-Z, и теперь он у нас возвращается именно в то положение, когда мы полностью видим весь таймлайн и можем быстро переместиться в какое-нибудь нам нужное место. Следующий, один из самых важных шорткатов, это, конечно же, undo, то есть отмена действия, которое мы только что совершили. Нажимаем Command-Z, и вот я недавно удалил объект, и он восстановился. И можно так отменять действия вплоть до самого начала, до бесконечности, они все хранятся в буфере обмена, и это очень удобно, если мы что-то сделали, потом передумали. Следующий шорткат связан с нарезкой видео. Чтобы мне не переходить сюда мышкой, не выбирать курсор Blade, я просто нажимаю клавишу B и могу нарезать тем самым свои объекты. Можно сэкономить даже на этом время, просто навести курсор на таймлайн и нажать Command B. Тем самым мне не нужно переключаться на Blade, обратно на обычный курсор через A. Просто навожу и нажимаю Command B. Причем заметьте, у нас режется primary таймлайн, то есть если у меня есть объект на второстепенном таймлайн, который сверху, обрезаться будет все равно тот, который находится на основной линии. Следующий достаточно полезный шорткат. Предположим, мне нужно выбрать определенный кусок видео. Для этого у нас есть такой курсор, как Range Selection, но можно это все сделать попроще. Я выбираю нужную мне позицию на таймлайне, нажимаю клавишу I. У меня происходит начало выбора, и чтобы мне закончить выбор, нужно нажать клавишу O, у меня выбор закончится. Также данная команда работает не только на таймлайне, но еще и в браузере. Предположим, у меня огромный кусок видео, допустим, целый час. Так вот, чтобы не импортировать целый час на таймлайн, я просто могу просмотреть небольшое превью, выбрать нужный мне отрезок начала и конец, и потом импортировать его на таймлайн, и это очень удобно. Следующий шорткат отвечает за отключение объектов на таймлайне. Предположим, я хочу просмотреть данный кусок видео, и мне, допустим, нужно выключить звук. Я нажимаю клавишу V, и как видите, она у меня становится такой затемненной. Также можно отключать и видео, и вообще любые другие объекты, посмотреть, как выглядит кадр с текстом и без текста, тем самым определиться, нужен он нам или не нужен. Следующий очень полезный шорткат это создание меток. Часто при монтаже видео нам нужно помечать какие-то кадры, делать пометки в будущем, что нужно сделать, либо что-то не забыть. Так вот, для этого есть замечательный шорткат, который отвечает за создание меток, и это клавиша M. Но его можно также прокачать. Если мы нажмем два раза на метку, то видим, что есть три категории. Это синяя метка, красная и желтая. Так вот, чтобы не нажимать каждый раз двумя клавишами на метку и выбирать нам нужные, оставить какие-то записи, можно сразу зажать Option M, и у нас появляется метка, и сразу появляется окно, где мы можем выбрать нужную нам категорию метки. Я уже говорил про отмену действия, Command-Z, но что если нам нужно, наоборот, повторить действие? Есть обратное сочетание клавиш, это Command-Shift-Z. Давайте мы удалим данный кадр, восстановим его Command-Z, и давайте снова его удалим Command-Shift-Z.
Следующее сочетание клавиш позволяет нам вызвать графический интерфейс таких инструментов, как Transform и Crop. Чтобы мне каждый раз не нажимать сюда мышкой, не выбирать нужный мне объект, могу просто сразу нажать сочетание клавиш. Выбираю нужный мне объект, нажимаю Shift-T, и у меня вызывается Transform графический интерфейс, либо же я нажимаю Shift-C, и у меня появляется Crop графический интерфейс. Здесь сразу также могу что-то настроить, нажать Done, и все будет готово. Следующий шорткат позволяет нам быстро вызывать дефолтный title. Для этого я зажимаю Ctrl-T, и здесь возникает вопрос, а как назначить дефолтный title? Для этого мы переходим в соответствующую нам категорию Title, выбираем тот title, который мы используем чаще всего, чтобы как раз таки не заходить в это меню и не искать его здесь. Нажимаем правой кнопкой мышки и назначаем его Make Default. Теперь каждый раз, когда я зажимаю Ctrl-T, будет появляться именно этот title, и не нужно каждый раз лезть в это меню. Следующие шорткаты также позволяют нам быстро вызвать нужный эффект, либо тайтл, который мы используем чаще всего. Допустим, давайте я назначу дефолтным эффектом Gaussian, назначаю его дефолтным, выбираю нужный мне объект и зажимаю Option, и теперь данный эффект применяется к этому объекту. То же самое касается и переходов. Выбираем самый интересный для нас переход. Это будет слайд. Назначаю его дефолтным. И теперь, когда я выбираю нужный мне объект и зажимаю клавиши Command-T, то теперь данный переход назначается на него автоматически. И мне не нужно каждый раз будет его искать в этом большом меню. Следующий шорткат отвечает за вызов дефолтного генератора. В данном случае, как я уже говорил, я рекомендую ставить кастом генератор. Назначаем его дефолтным, чтобы его вызвать. Нажимаем Option W, и теперь он вызывается. Есть, кстати, одна такая техника монтажа. То, что мы делаем на Primary Timeline только пустой генератор, а все остальные файлы расставляем либо сверху, либо снизу. В общем-то, можете так делать, если вам интересно, но я все-таки придерживаюсь классического монтажа, где расставляю все основные файлы на Primary Storyline. И последние три моих самых любимых горячих клавиши. Если я выберу объект и зажму Ctrl-R, то у меня вызовется настройки скорости данного объекта. Могу ему замедлить, ускорить и так далее. Также могу так вот потянуть, но о скорости мы поговорим чуть-чуть попозже. Следующий шорткат отвечает у нас за количество времени данного объекта. Допустим, сейчас он у меня 8 секунд 27 миллисекунд. Я зажимаю Ctrl-D, и, допустим, я хочу, чтобы он был 2 секунды. И теперь он у меня становится вот такой вот величины. И следующий шорткат отвечает за создание Compound Clip. Compound Clip — это папка из множества клипов. Допустим, я выбираю данные 3 клипа и хочу из них сделать Compound Clip. Я зажимаю Option G, могу его как-то назвать, и у меня создается и один единый Compound Clip. О Compound клипах мы также поговорим чуть-чуть попозже, поподробнее. И последнее, что касается сочетания клавиш Final Cut Pro X, их можно переназначать. Для этого переходим в меню Final Cut Pro, Commands и Customize. И теперь у нас появляется вот такая вот клавиатурка. Здесь, кстати, можно удобно наблюдать, какие именно команды выполняются при определенном сочетании клавиш. Выбираем клавишу B и видим, что если я просто нажимаю B, то у меня появляется курсор Blade Tool. Нажимаю Command B, я режу кадр. Нажимаю Shift B, то я режу скорость. Shift Command B, я режу все это. Кстати, если мы хотим порезать все наши объекты на таймлайне, когда мы их выбираем. Если я хочу переназначить какую-то команду, то мне просто нужно ее выбрать и перенести на соответствующую вкладку. Да, зажимаю копировать, окей. Все, он у меня создает копию, чтобы я не потерял основной шорткат, но я также могу его теперь выбрать и перенести в корзину общую, и теперь он у меня удалится. И таким образом можно выбирать шорткаты из общего списка и назначать их на определенные клавиши, их сочетания. Это очень удобно. Переходим к ключевым точкам. Сначала напомню, где они находятся. А находятся они справа от каждого из параметров, которым можно применить ключевые точки в инспекторе. Что это такое? Ключевые точки позволяют нам менять объект во времени. То есть у меня есть объект в точке А. Я хочу, чтобы он у меня поменялся к моменту Б. Для этого и существуют ключевые точки. Давайте продемонстрирую, как они работают. Как вы видите, сейчас у меня есть видео и картинка. И предположим, я хочу, чтобы во время того, как у меня проигрывалось видео, эта картинка перемещалась снизу вверх и при этом еще и увеличилась. Как это сделать? Как раз таки с помощью ключевых точек. Переходим к началу нашего клипа, то есть к точке А, выбираем данный объект. Итак, настраиваем, где он у нас будет находиться в точке А, нажимаем Shift-T, вызываем Transform, он у нас будет находиться в данной точке по координатам x 1200, y минус 500. Я нажимаю ключевую точку и перехожу к концу данного клипа. Это очень важно, именно как раз таки я выбираю момент B. Сейчас мы нажимаем на один шаг назад, чтобы у нас обратно показалась картинка. И теперь я переношу данный объект наверх. И как видите, у нас появляется стрелочка arrow, то есть как будет двигаться объект во времени. Нажимаем вот сюда на первую ключевую точку, точка А 1200 минус 500 и ключевая точка Б 1200 500. Нажимаем Done, переходим к
началу. И как видите, у нас теперь апельсин перемещается во времени. Но также я хочу, чтобы он еще и увеличился. Снова выбираю его, нажимаю на ключевую точку Scale, перехожу в конец и, допустим, хочу, чтобы он у меня увеличивался вот до таких вот размеров. И теперь он у меня будет перемещаться и увеличиваться одновременно. Видим, как раз таки параметры меняются в течение времени. И таким образом можно изменять абсолютно любые параметры, у которых есть те самые ключевые точки. Хочу удалить последнюю ключевую точку. Для этого я ее нахожу на инспекторе и просто на нее нажимаю Delete Keyframe, и у меня остается первая ключевая точка. Ну, допустим, я хочу как-то графически посмотреть, где эти ключевые точки находятся, потому что здесь не всегда удобно, особенно если у нас их не просто 2, а, допустим, 10 штук, то ориентироваться между ними становится достаточно проблематично. Для этого выбираем нужный нам объект, правую кнопку мышки, Show Video Animation. Нажимаем сюда, и видите, вот эти самые ключевые точки у нас отображаются графически. Я их теперь могу, кстати, переместить во времени, то есть вот меняю их. Допустим, ключевая точка А теперь находится здесь. И теперь, когда у меня проигрывается видео от начала, с апельсином ничего не происходит, а теперь он начинает перемещаться и увеличиваться. Также, что касается Transform, Crop и Distort, чтобы не назначать их на инспекторе, также можно их назначить на графическом интерфейсе. Для этого вызываю Transform, вот у нас появляется графический интерфейс, как видите, сверху слева также появляются ключевые точки. Здесь можно между ними перемещаться, точка А, точка Б, также их можно удалять, снова перемещаться. Сделаем апельсин поменьше, переходим в точку А, нажимаем на апельсин. Нажимаю на ключевую точку, перехожу к точке B, и, допустим, он у меня будет стоять здесь, и к тому же еще одновременно уменьшаться. Здесь это все делается намного удобнее. Нажимаю Done, и, как видите, теперь он у меня уменьшается и перемещается. То же самое касается и кропа. Нажимаю на Command-C. Видите, ключевая точка тоже здесь появляется. Можно с этим баловаться, играться. В общем-то, все зависит от ваших целей. Пару слов по поводу трансформ и ключевых точек. Все мы знаем такой инструмент, когда у нас кадр берется из точки А и приближается в точку Б. Давайте мы сейчас это сделаем. Выбираем точку А. И, допустим, сейчас я хочу, чтобы у меня кадр приблизился. Выбираем нужный нам scale, чтобы было поудобнее. Пусть он будет вот таким вот. И вот в этот угол. И теперь, если мы внимательно на него посмотрим, как видите, он приближается не ровно по одной линии, то есть вот такой вот, а как бы делает небольшой заворот. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Как видите, вот он идет и как бы заворачивает вот этот момент поворота. Может быть, не особо видно. Давайте сделаем чуть-чуть поподробнее. Переходим к конечной точке и, допустим, я хочу ее еще раз увеличить. Давайте мы сделаем, чтобы было вот рядом с краем видео. И переходим еще раз. И как видите, вот у нас появляется вот этот самый поворот. Вот в данном видео его можно видеть. Сейчас он пропадет. Вот, то есть у нас не должно такого происходить. Как это исправить? Зажимаем еще раз Shift-T и выбираем начало точек как раз таки на этих линиях. Нажимаем правую кнопку мыши и делаем Linear вместо Smooth. Выбираем еще раз. И теперь, когда мы делаем данный переход, видите, у нас все происходит ровно. К сожалению, по умолчанию Final Cut Pro X, когда мы делаем такое приближение, Smooth дефолтный. И, к сожалению, никак это нельзя изменить. Если вы много делаете таких вот перемещений, то каждый раз нужно будет это делать. А если мы еще изменяем объект движения времени много раз, переместим его вот сюда, вот у нас появляется еще одна линия, а потом давайте переместим ее вот сюда, вот у нас таких линий появляется очень много, и это неудобно, ну, что поделать. По поводу ключевых точек и звука, это также можно все регулировать, а не только картинку. Допустим, я хочу изменить то, как у меня проигрывается видео на данном промежутке видео, чтобы оно затухало в начале точки и потом снова поднималось сюда. Можно, конечно же, разрезать видео на такие вот куски, сделать здесь затухание, потом здесь снова поднимается видео, здесь делаем потише, но в чем проблема? Как видите, у нас здесь звук опускается полностью до нуля, а потом снова поднимается на определенный уровень, и это очень неудобно, если у нас какой-то прям громкий звук, то это будет хорошо слышно. А чтобы этого не было, есть ключевые точки. Выбираем нужный нам объект времени и нажимаем сюда на ключевую точку. И вот она у нас графически отображается на таймлайне. Переходим вот сюда, чтобы он у меня затухал в этот момент времени. Переходим в данный момент, делаем еще одну ключевую точку и вот сюда вот. И теперь я могу понижать звук вот на этом объекте. Как видите, это все у нас теперь будет происходить плавно, и звук будет понижаться до определенного уровня, играться на этом уровне, и потом он будет снова возвращаться на исходный уровень звука. Тем самым мы избегаем ту ошибку, когда у нас понижается звук до нуля, и потом начинается проигрываться резко с определенной точки звука. Также можно, кстати, регулировать ключевые точки звука сразу на инспекторе. Выбираем объект, вот у нас отображается ключевая точка. Я также могу ее здесь делать повыше, пониже, потому что иногда это не очень удобно делать графически, а с помощью инспектора можно отрегулировать вплоть до 10 единиц.
Помимо обычных ключевых точек, которые как-то связаны с графикой и со звуком, также в течение времени можно менять еще и цвет. Как это нужно делать? Предположим, я хочу поменять цвет данного полотенца в течение времени от точки А к точке Б. Для этого я выбираю данный объект, перехожу в цветокоррекцию и перехожу в Hue versus Saturation Curves. Мне нужно будет вот эта вот графа Hue versus Hue. Теперь я выбираю точку А, ставлю здесь первую ключевую точку, потом она будет начинаться вторая, выбираем третью и четвертую. Теперь, что нужно делать? Переходим к самой первой точке и переходим ко второй. То есть до этого момента у нас полотенце будет синим. Теперь я выбираю здесь диапазон цветов. Вот наше полотенце состоит из данных диапазонов цветов. И теперь я хочу, чтобы оно у меня становилось вот таким вот зеленым. Кстати, видите, что данная вещь, она имеет синие оттенки, она тоже меняет цвета. Но если бы их здесь не было, то менялось бы только полотенце. Теперь, как видим, у нас полотенце из синего превращается в зеленый. Переходим к третьей ключевой точке. Из зеленого пусть он превращается в такой вот красный и потом снова возвращается к синему цвету. Давайте посмотрим, как это выглядит в течение времени. Вот у нас синий, зеленый, он переходит у нас теперь к такому вот красному и теперь резко возвращается к синему. Переходим к скорости видео. Для этого я уже показывал, есть определенный шорткат. Выбираем нужный нам отрезок и делаем сочетание клавиш Command-R. И у нас появляется вот такая вот команда, где мы можем быстренько сразу замедлить до определенной позиции видео, либо его ускорить, либо назначить какие-то кастомные показатели в процентах, либо же я хочу, чтобы данный отрезок был из 6 секунд. Для этого меняем данный показатель Duration 0.6, уменьшается ровно до 6 секунд. Как можно еще изменять скорость? Берем нам нужный объект, я хочу уменьшить его вот до таких показателей, видим, что он изменяется до 173% у него скорость. Либо я хочу его замедлить, он проходит 100, и теперь он у меня будет 55% и увеличивается до такой продолжительности времени. Что еще можно делать со скоростью видео в Final Cut Pro X? Первое, это, конечно же, у нас изменение видео, чтобы оно проигрывалось в обратную сторону. Для этого есть такой инструмент Reserve Clip. Теперь он у нас меняет время. Вот он идет от начала до конца в обычном времени. Но если мы сделаем Reserve Clip, то он у нас будет проигрываться в обратное время. Следующий инструмент это Speed Ramp. У нас есть два показателя to 0%, либо from 100%. Как это работает? Если я выберу to 0%, то у нас видео начнется с нормальной скорости и постепенно будет переходить к скорости 0%. Все медленнее и медленнее. Instant Replay. Что это такое? У нас есть кусочек видео. Если я выберу Instant Replay 100%, то появится просто тот же самый клип, но как бы вернется с самого начала. Опс, и здесь появится такая вкладочка Instant Replay. То есть мы хотим что-то показать еще раз. Есть 100%, и обычно, конечно же, используется как что-то медленное, то есть нужно разглядеть, что там есть, допустим, 10%. И теперь у меня происходит Instant Replay, но это видео у нас проигрывается в 10 раз медленнее. Следующая функция это Rewind, то есть у нас происходит проигрывание видео, резко его отматка до начала и потом снова проигрывание. Вот у нас проигрывается видео, потом оно резко возвращается в самое начало, как будто бы мы отматываем время назад, и потом снова проигрывается видео, то, как оно идет в самом начале. И последнее, что касается скорости видео, допустим, нам нужно сделать какой-то стоп-кадр вот в этом месте. Мы переходим в данный отрезок времени, выбираем скорость, есть такой параметр Hold. И у нас происходит стоп-кадр в определенном времени и дальше проигрывается. Но можно все это сделать на самом деле намного удобнее. Я хочу, чтобы у меня был кадр здесь. Можно просто сделать Freeze Frame. Делаю Option F, и вот у меня фризится данный кадр. Можно отрегулировать по долготе. Это просто теперь у нас как обычная картинка. Делать с ним можно все, что угодно. И, как мне кажется, это намного удобнее. Потом с ним работать нежели чем с этой скоростью видео, когда у нас фризится кадр до нуля. Переходим к маскам. Что это такое? Если провести аналогию с картинками, то у нас есть два типа картинок. Это обычные картинки полноценно, а также с прозрачным фоном. Так вот, с помощью маски мы можем из обычного видео сделать его, грубо говоря, прозрачным, то есть вырезать какой-то объект прямо из видео. Маски находятся в разделе с эффектами. Перейдем в эффекты, в поиске вбьем маску, и как видим, их бывает несколько вариантов. Есть заготовленные шаблоны, но также можно рисовать маску самому. Давайте воспользуемся этим вариантом и на примере покажу, как это работает. Как видите, на видео есть ноутбук. Что я хотел бы сделать? Я хотел бы, чтобы за ним располагался текст, и когда бы я закрывал крышку, то текст был бы полностью виден, соответственно, когда бы я поднимал крышку обратно, текст бы снова закрывался, и это можно сделать с помощью маски. Для начала нам нужно скопировать оригинальный файл и вставить его и поднять наверх на второстепенную storyline, чтобы этот файл у нас выступал в качестве фона, а из этого файла мы бы вырезали сам ноутбук. Также давайте добавим текст, который мы хотели бы расположить на всю длину таймлайна, и что-нибудь сюда напишем, например, Final Cut Pro X.
Итак, если мы сейчас пройдемся по таймлайну, то видим, что текст располагается спереди. Все потому, что он располагается в самом верху сторилайнов, да, соответственно, у нас действует эффект slave, и что находится выше, то и показывается спереди. По моей задумке я хочу, чтобы текст располагался за ноутбуком. Соответственно, мне нужно его перенести на вторую строчку, чтобы у нас была фоновая картинка, то есть вот это вот все. Дальше шел бы текст, и потом шел бы ноутбук, который мы сейчас будем вырезать с помощью маски. Давайте приведем в начало. Видим, что ноутбук какое-то время стоит, до него касаюсь, и только потом начинает двигать где-то вот на этой границе. Давайте здесь поставим марку, дальше двигаем его, двигаем, и видим, что вот примерно здесь я заканчиваю его двигать, и тут у меня располагается текст. Соответственно, я могу поставить марку о том, что здесь заканчивается движение. Давайте начнем рисовать маску. Перейдем в самое начало и поставим первую точку, вторую, третью, четвертую. Я не очень стараюсь попадать, потому что это ради примера, но если бы я делал видео на YouTube, либо на заказ, то, конечно, стоило бы делать все очень аккуратно и подходить с осторожностью. Заканчиваем выбор и видим, что у нас появляется текст, потому что с этого видео мы вырезали только вот этот кусок. Далее у нас идет текст, а потом идет фоновое видео, которое располагается в самом внизу. Теперь нам необходимо анимировать маску, потому что объект находится в движении, и это можно сделать с помощью кейфреймов, о которых мы недавно говорили. Переходим к контрольным точкам, видим, что у нас их здесь 4 штуки. Ставим кейфрейм в самое начало, переходим в самый конец и передвигаем те точки, чтобы они попадали на ноутбук, как будто бы он закрывается. Смотрим, как это все происходит во времени. Вот у нас двигается наша маска, мы видим, что она не попадает в такт с ноутбуком, потому что они двигаются с разной скоростью. Конкретно маска у нас движется по линейной скорости, а ноутбук движется с разной. Соответственно, где-то я его открываю быстрее, где-то медленнее, и поэтому теперь их нужно будет сопоставить с разными контрольными точками, точнее кейфреймами. Для того, чтобы все получилось идеально, следовало бы, конечно, менять контрольные точки каждый кадр, но это займет очень много времени и трудозатрат. Поэтому мы сделаем контрольные точки в промежутках времени, каждые 10-15 кадров, тем самым мы получим плюс-минус равномерное распределение маски и объекта. Для того, чтобы не занимать наше время, давайте я сейчас это все сделаю и ускорю видео, но давайте первую точку, например, сделаю вместе с вами. Переходим сюда и переносим контрольную точку вот сюда и вот сюда. Ну и давайте вторую также переходим чуть подальше и делаем ее вот сюда вот и вот сюда. Дальше я уже ускорю видео. Как видим, у нас получается вот такой результат. Получилось, в принципе, достаточно неплохо, даже с учетом того, что я сделал всего где-то 5-6 точек, а не на каждый кадр. Но видим, что маска перемещается достаточно равномерно вместе с объектом. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит на видео. Нажмем Playback. Вот мы перемещаем сейчас наш лэптоп. Да, получились небольшие огрехи, но опять же, я это делал все для примера. Если бы мы это все делали на совесть, то, конечно, следовало бы это все делать намного поаккуратнее, отмечать не 4 точки, а по 4 на каждую сторону, и тогда все получилось бы хорошо. В принципе, вот таким вот способом можно вырезать объекты с видео с помощью маски, сделать слои, как в фотошопе, и тем самым можно получить разные интересные варианты. Переходим к кейнгу. Что это такое? Для того, чтобы каждый раз не мучиться и не вырезать объект вручную, придумали специальные алгоритмы, которые позволяют вырезать объект, если он находится на определенном фоне, на зеленом, либо же на синем. Таким образом, можно заранее снимать определенные кадры на зеленом либо синем фоне, а потом воспользоваться функцией кейнга и тем самым строить данный объект на любой фон, который мы только захотим. Чтобы воспользоваться эффектом кейнга, нужно также перейти в эффекты и в поиске вбиваем кейнг. Вот он у нас появляется. Переносим его на объект с зеленым фоном и, как видим, все просто прекрасно вырезается с самого первого раза. Объект может перемещаться, делать все что угодно. Зеленый фон будет полностью заменяться тем, который мы вставляем на заднем плане. В общем-то, так и снимаются большинство голливудских фильмов. Стримы также ведутся с помощью кейнга. Сам вот этот зеленый цвет, он называется хрома кей, кто не в курсе. И таким образом можно заменять фон. Также это прекрасно работает и на синем фоне. Давайте его заменим. Вот видите, также все прекрасно работает. Для тех, кто, возможно, подумал, в чем разница между зеленым и синим фоном, зеленый фон чаще используют для более темных объектов, в то время как на синем фоне обычно снимают какие-то более светлые оттенки, потому что в зависимости от перепада цветов лучше вырезаются объекты на разных фонах. Переходим к совмещению звука и видео. Какая у нас может быть проблема? Мы можем снимать кадр на отдаленном расстоянии. Звук у нас, предположим, записывается на камеру. Если объект находится достаточно далеко, то приходится записывать звук на какое-то стороннее устройство. Так вот, чтобы потом вручную их не соединять, есть специальные инструменты, которые позволяют быстро совместить звук с камеры, так и с микрофона. Давайте продемонстрирую, как это работает. Для начала давайте послушаем звук, который у нас получился при записи видео. Перенесем его на таймлайн и давайте послушаем. Включаем камеру, включаем микрофон, делаем 3 хлопка.
Как видим, звук достаточно тихий, слабый, присутствует очень много шумов. Так вот, я записывал звук также и на микрофон, который находился рядом со мной. Звук там получился хороший. Теперь у нас задача совместить данные два фрагмента. Так вот, чтобы не переносить его на таймлайн и потом вручную не совмещать по волнам, где-то смотреть, где-то у нас могут быть ошибки, есть специальный прекрасный встроенный инструмент. Для этого нам нужно выбрать видео и звук в браузере, нажать правую кнопку мышки и нажимаем на Synchronize Clips. И у нас есть две галочки: использовать аудио для синхронизации и также выключить аудио на видео. Не нужно здесь ничего не выключать. Можно также отрегулировать то, что у нас получается в итоге по разрешению. Иногда он может баловаться, ставить Full HD 30 кадров. У нас, например, исходник 4К. Ставим то, что нам нужно, например, 4К 30 FPS. Нажимаем ОК. Происходит все буквально за доли секунды, потому что мы использовали хлопки, я объясню далее, для чего они нужны. И давайте перенесем этот кадр, получившийся, на таймлайн. И послушаем, что получилось в итоге. Включаем камеру, включаем микрофон, делаем 3 хлопка для примера. Таким образом, программе будет намного легче совместить звук с обоих устройств. Далее записываем видео как обычно, и несмотря на то, где находится камера, хоть вблизи, хоть вдали, если звук уже совмещен, то он всегда будет нормальным, и таким образом мы можем записывать видео с хорошим звуком. Далее поговорим про мультикам. Что это такое? Ну, собственно, понятно из названия. У нас есть несколько видео, у нас даже может быть звук, и нам нужно все это совместить как-то в один файл, чтобы видео шли в один промежуток времени, и чтобы еще звук был тоже в этот же самый промежуток времени. И все это выглядело органично, как будто бы мы записываем интервью. У нас есть камера с одного ракурса, с другого, с третьего. И вот, в общем, как это можно все сделать в Final Cut. Здесь все так же максимально просто. Выбираем нужные нам фрагменты, нажимаем правую кнопку мышки, и рядом с Synchronize есть New Multicam Clip. Здесь ничего не нужно трогать, у нас также используется аудио для синхронизации с камер и со звука, который мы записывали. Также можем выбрать необходимое нам разрешение, нажимаем ОК. Это занимает немножко дольше времени, чем обычный Synchronize Clips. И вот у нас получается мультикам. И давайте переносим его на таймлайн. Но как мы видим, у нас всего одна камера, но снимали же мы на несколько камер. Так вот, как редактировать камеры при мультикаме? Для этого выбираем нужный нам клип, переходим во вкладочку View на плеере, нажимаем сюда и нажимаем на Angles. Теперь у нас появляются все наши камеры плюс звук. В мультикаме существует 3 формата смены кадров. Видео со звуком, только видео и только звук. Здесь нужно быть аккуратным, чтобы не накосячить, потому что по дефолту выбирается видео со звуком. То есть, если я начну сменять кадры, то звук будет браться из того видео, откуда мы хотим. Но мы же специально для этого снимали нормальный звук. Так вот, чтобы этого не происходило, берем только аудио. И получается, звук у нас будет идти с одного источника и будет меняться только фрагменты видео, и звук все время будет оставаться хорошим. Давайте покажу, как это работает. Итак, переходим в начало, давайте настроим плейбэк, потому что все можно менять в процессе проигрывания. Вот я включаю камеру 1, я ее включаю камеру 2, и теперь мы можем переключать камеры со всех 3 устройств. Я снова хлопаю, чтобы у меня синхронизировалась картинка по 3 хлопкам звука и видео, и теперь давайте менять камеры. Как это происходит? Нужно просто нажимать на нужный нам отрезок, когда мы хотим сменить кадр. Итак, допустим, я хочу, чтобы у меня в этот момент камера была здесь, теперь я хочу, чтобы она поменялась туда, куда я смотрю, на эту камеру, и теперь я посмотрю на среднюю камеру. Я начинаю смотреть на среднюю камеру, теперь я начну быстро смотреть на разные камеры. Давайте посмотрим на эту камеру, потом на эту камеру, и смотрю последний раз на середину. И давайте теперь это все еще и проиграем. Начинается. И сейчас у нас начнутся переключаться камеры. Хлопаю 3 раза, чтобы совместить звук и аудио. Можем еще раз поменять. Смотрим в эту камеру. Смотрим в эту камеру. Смотрим в эту камеру. Собственно, так и работает мультикам. Можно снимать фрагменты, когда у нас несколько камер, и потом все это в 2 клика сопоставлять, и не нужно будет мучиться как-то, чтобы у нас не было рассинхрона, когда одна камера чуть-чуть быстрее, чем другая, либо звук где-то отстает, потому что в Final Cut есть прекрасные автоматические инструменты, как я показал, для синхронизации просто звука и видео, а также нескольких видеорядов и, допустим, одного звука. Переходим к Compound клипу. Что это такое и как это может пригодиться? Я уже упоминал Compound клип в шорткатах. Для того, чтобы его воспроизвести, можно выбрать, например, один файл и зажать Option G. У нас появляется иконка Compound клипа. Можем его как-то назвать. Нажимаем ОК. Появляется Compound клип. Тем самым можно делать один объект, либо несколько. Допустим, выбираем 3 объекта Compound клип, и они соединяются в один большой объект.
Давайте приведу несколько примеров из моей практики, как может пригодиться Compound Clip. Предположим, мы снимаем какое-то видео, у нас получается один большой исходник, допустим, на полчаса, час, либо даже, возможно, 2 часа. Так вот, мы начинаем с ним как-то работать, начинаем его обрезать, где-то двигать кадры, делать цветокоррекцию и так далее и тому подобное. И иногда мы можем совершать ошибки. Так вот, чтобы такого не происходило, мы можем сделать определенный бэкап. Допустим, мы выбираем вот этот файл, и я создаю из него Compound Clip. Зажимаем Option G. По сути, ничего не меняется, но теперь, если я совершил какую-то ошибку, я могу вернуться быстренько к оригинальному файлу и что-то здесь исправить. То я нарезал этот большой файл на множество маленьких частей. И потом я понимаю, что я забыл сделать цветокоррекцию. Так вот, как мне это исправить? Некоторые объекты у меня уже двигаются, что-то здесь наложено. Если я начну это исправлять, то это займет очень много времени. Если я делаю Compound Clip, то я могу вернуться к оригинальному файлу и начинаю делать какую-то цветокоррекцию. Тут меняю как-то цвет, в общем-то что-то делаю. В итоге я возвращаюсь к оригинальному файлу, а он также меняется. Даже если я что-то не сделал, забыл, совершил ошибку, я всегда могу вернуться к оригинальному файлу, что-то здесь делать, исправить звук, исправить цвет. В общем, можно взять какой-то фрагмент, который я уже обрезал и не могу к нему вернуться. И тем самым мы можем сэкономить нам время и нервы с помощью всего лишь Compound Clip. Например, я хочу выпустить свое видео с соотношением сторон 2 к 1, потому что сейчас такое соотношение сторон набирает все больше и больше популярность, мобильные устройства вытягиваются, соответственно, чтобы мое видео приятнее выглядело на таких устройствах, я и хочу выпустить такое видео. Но большинство видеокамер позволяет снимать только с соотношением сторон 16 к 9. Чтобы мне добиться соотношения сторон 2 к 1, мне нужно это делать, грубо говоря, искусственно. Для того, чтобы это сделать в Final Cut, я могу прийти уже к существующему проекту, либо создать абсолютно новый, но давайте поработаем с существующим и его изменим, как будто бы мы создаем новый. Так вот, у нас есть пресеты разрешений, но мы можем сделать и собственное. Мы берем Full HD, и так вот, нам нужно сделать, чтобы у нас разрешение было по ширине и вертикали 1 к 2. Берем разрешение сторон 1920 по горизонтали на 960 по вертикали. Тем самым у нас получается 1 к 2. Применяем. Тем самым, видите, у нас теперь вытягивается проект, теперь он становится таким более продолговатым. Далее мне необходимо вытянуть оригинальный файл 16.9 до 2 к 1. Я его таким вот образом растягиваю, и все вроде бы в порядке. Но иногда бывают проблемы, что я хочу что-то применить, поменять, растянуть, а из-за того, что у меня здесь по краям есть куски оригинального файла, происходят всевозможные проблемы. Так вот, чтобы этого не происходило, просто создаем Compound Clip, и теперь этот Compound Clip применяет соотношение 2 к 1 к оригиналу. Для этого можно проверить. Давайте вернемся к оригинальному, сделаем Ken Burns, и как видим, у нас есть края видео, то есть вот есть 2 к 1, но сверху и снизу еще есть. И это каждый раз доставляет большой геморрой, все это редактировать, менять. Так вот, если мы сделали Compound Clip, возвращаемся к нему, снова делаем Ken Burns, и как видим, у нас все происходит так же, как мы их задали по умолчанию в проекте. Применяем Compound Clip, если мы снимаем в искусственном соотношении сторон 2 к 1 и не знаем проблем. Следующий пример для Compound Clip, пожалуй, самый очевидный, когда мы хотим изменить несколько объектов одновременно. Например, можем изменить несколько объектов, которые стоят на Primary Timeline, но можем также объединить несколько объектов, которые стоят вот здесь. Выберем вот эти 3 объекта, и я в дальнейшем хочу их как-то перемещать, копировать, и чтобы мне вот не выделять каждый объект по отдельности, я создаю один Compound Clip. Давайте мы обрежем данный кусок, выделяем их, и создается Compound Clip. Теперь он выглядит как один файл, я могу его быстренько перемещать, могу его копировать, и все это происходит намного проще. Но когда мы объединяем несколько объектов, здесь есть один небольшой нюанс. Как помните, я только что обрезал видео, которое было на Primary Timeline. Но если я сейчас постараюсь его как-то раздвинуть, как видите, он мне не дает это сделать. Все потому, что мне нужно перейти обратно в Compound Clip, найти это видео, которое я уже обрезал, и растянуть его вручную внутри Compound Clip. Допустим, я хочу, чтобы оно было длиной 6 секунд. Возвращаюсь обратно, и теперь я могу раздвинуть Compound Clip до 6 секунд. То есть, если у нас внутри Compound Clip есть длинные клипы, но они обрезаны, то Compound Clip нам даст максимальную длину до обрезанных файлов. Соответственно, чтобы его увеличить, нужно увеличить файлы внутри Compound Clip. И самый последний пример, для чего могут пригодиться Compound Clip. Например, мы создали какой-то крутой объект, и мы хотим его использовать в дальнейших наших видео. Например, у меня есть такая папочка, как вставки, и здесь я использую те варианты, которые я уже когда-то создал. Например, давайте посмотрим на интро, переходим в интро, и как видим, вот это когда-то я создавал файл для того, чтобы у меня получилось мое интро. И вот чтобы каждый раз не вот так вот не копировать множество объектов, я создал один большой Compound Clip. Так вот, когда мы создаем Compound Clip, мы можем их перемещать между event
ивентами. Давайте вернемся к нашему оригинальному компаунд-клипу. Вот у меня есть несколько штук. Я хочу его перенести в папочку Keying. Я его сюда переношу, и как видите, он здесь находится. Мы можем создать отдельные ивенты для таких вот компаунд-клипов, которые мы хотим хранить на постоянной основе, и тем самым они будут у нас здесь храниться. Главное не удалять оригинальные файлы, то есть нужно будет куда-то их сохранить, на компьютере спрятать, чтобы их не удалить, и тогда они будут успешно храниться, и вы можете их использовать в любом количестве проектов. Переходим к цветокоррекции. Несмотря на то, что я уже рассказывал про инструменты цветокоррекции, когда рассказывал про инспектор, тем не менее, давайте это все посмотрим еще раз на наглядном примере. Как можно изменить файл, чтобы он получился лучше с точки зрения цветов. Когда-то давно, еще в самом начале канала, я снимал обзор на бритву Philips OneBlade. Так вот, у меня получился вот такой исходный файл. Как видим, он достаточно желтый, есть небольшие проблемы со светом. Еще тогда со встроенными инструментами Final Cut я все-таки из такого файла сделал вот такой вот. Как видите, получилось даже хуже, чем было. Все-таки тогда у меня не было опыта. Так вот, теперь давайте попробуем исправить оригинальный файл, чтобы он выглядел более-менее с учетом того, что я знаю сейчас, нежели чем я знал тогда. Итак, для начала нужно выбрать какой-то кадр, где у нас нет движения, где все объекты хорошо видны. Выбираем данный объект и теперь переходим в инструменты цветокоррекции. Для начала, что бы я сделал, я бы поменял температуру, потому что сейчас кадр выглядит слишком теплым. Если кто не знает, теплый — это когда он уходит в желтые оттенки, холодный — когда он уходит в более такие светлые синие оттенки. Для этого переходим в Color Wheel, здесь находится инструмент для температуры, и давайте его сделаем чуть-чуть похолоднее, вот до этого уровня. Как видим, было и стало уже чуть-чуть получше. Также теперь можно поработать со светом и с насыщенностью. Можно это сделать как Wheel, но я обычно это все делаю в Board, мне здесь намного комфортнее. Давайте поработаем со светом. Нужно сделать кадр немножко посветлее, потому что люди по статистике предпочитают более светлые кадры, это забавный факт. Давайте сначала увеличим общие тени посветлее, теперь увеличим контрастность путем уменьшения средних тонов. И теперь увеличим светлые оттенки. Так, допустим, дойдем вот до такого уровня. Теперь поработаем с насыщенностью. Я снимаю на Xiaomi Mi A1 смартфон, и он очень любит делать красные и желтые кадры слишком красными и слишком желтыми. Из-за этого в самом начале мне очень много писали, что у меня какие-то проблемы с кожей. Нужно просто понижать красные цвета в насыщенности. Берем ползунок красного цвета и меняем его где-то вот до такого уровня. Теперь можно еще раз дополнительно поработать как с кожей, так и с задними объектами. Для этого переходим в кривые, выбираем вот этот вот ползунок, вот эту пипетку, и теперь еще немножко работаем с нашей кожей, чтобы она выглядела более человечной. Например, вот такой вот. Также можно поработать и с задним фоном. Например, давайте сделаем вот этот объект немножко посветлее. Для этого переходим в люму, берем пипетку, выбираем шкаф, и теперь давайте сделаем его чутка посветлее. У нас получилась вот такая вот картинка. Давайте сравним с оригиналом. Стало, было, стало, было. Я изменил это видео еще в самом начале своего канала. То есть вот что я сделал, и вот что бы я сделал сейчас. Ну, как мне кажется, определенный прогресс есть. Опять же, это все приходит с опытом, с насмотренностью. Где-то ты читаешь статьи, понимаешь, как нужно делать и как не нужно делать. Не говорю, что я сейчас делаю хорошо. Возможно, через год я сделал бы еще как-то по-другому. Тем не менее, я думаю, что лично у меня прогресс есть. И чем чаще вы будете делать видео, тем также лучше у вас будет получаться цветокоррекция. И, как мне кажется, встроенных инструментов, в принципе, достаточно, чтобы из плохих кадров превратить их в неплохие смотрибельные. Но если, конечно же, прям будет очень плохой футаж, то там, конечно, нужно будет очень сильно стараться. Тем не менее, исправить плохие кадры на более-менее смотрибельные можно. Хотел бы с вами поделиться небольшими лайфхаками, которые я приобрел, где-то вычитал, где-то сам придумал за время, как я создаю видео. Первый лайфхак связан с файлами. Допустим, у нас есть достаточно большое количество файлов, ну здесь их 9 штук, но предположим, у нас 100, 200, 300 кадров. Так вот, если мы их сразу все заносим в браузер, то потом там будет в них легко запутаться. Так вот, что делаю я? Я заношу все основные файлы, большой файл на час, разрезаю его, и потом мне нужно будет доносить дополнительные кадры сверху и снизу, собственно, чтобы построить видео была смена кадров. Что я делаю? Я создаю папочку, например, назовем ее Used. Мы перекидываем один кадр, вот у нас основной, теперь нам нужно их разместить поверху, чтобы была смена кадров. Так вот, если я что-то уже использую, то я это переношу сюда, размещаю здесь, обрезаю вот здесь. Так вот, чтобы потом мне не запутаться, что у меня здесь осталось, какие кадры, я переношу в папочку Used, и тем самым я вижу, что у меня осталось, что я могу использовать. Вот этот кадр, давайте его перенесем, использовали, все, давайте переносим его в папочку Used, и
так далее, пока у нас ничего не останется, либо останется лишнее, что мы не хотим использовать. Таким образом, лично я меньше путаюсь в файлах, когда их у меня очень много, либо же, конечно, можете закидывать все подряд и потом использовать такой вид превью в браузере, но кому как удобнее, я с вами поделился, может быть, вам тоже поможет. Следующий лайфхак, как вы уже видели, можно переносить файлы сразу на таймлайн, а не переносить его сначала в браузер, а потом с браузера в таймлайн. Нет, сразу переносим его в таймлайн, тем самым мы можем немножко экономить наше время. Следующий лайфхак связан с компаунд клипом. Предположим, что у нас идет какое-то видео на primary timeline, и потом мы хотим какой-то определенный момент времени, чтобы у нас сразу появилось несколько объектов. В данном случае я выбрал фотографии, но, допустим, это может быть текст, и их может быть не один, а 10-20 штук, бывает все в разных случаях. И я хочу, чтобы они появлялись не просто так, а именно с каким-то переходом. Так вот, если я добавлю на каждое видео переход, то процессор будет обрабатывать каждый переход отдельно, а по сути это все происходит для одного момента времени. Так вот, чтобы нам меньше нагружать процессор, мы опять же создаем один compound clip. Это вроде бы очевидно, но приходит опять же все с опытом. Мы можем создать один compound clip и добавить попросту один переход, и теперь они будут добавляться на все файлы одновременно. Тем не менее, процессору будет намного легче это обрабатывать, происходит все заметно быстрее. Следующий лайфхак связан с инспектором. Я хочу сейчас увеличить скейл данного видео. Переходим в инспектор. Что я здесь могу делать? Я могу вот так вот перемещать это все, конечно же, руками. Но бывает так, что некоторые объекты не очень удобно так редактировать. Что можно в этом случае делать? Я нажимаю на данную цифру и теперь с помощью тачпада просто легонечко ввожу его вверх и вниз. Как видите, я могу очень точно достаточно регулировать. И это бывает намного удобнее, нежели чем просто возить вот так вот мышкой. Также небольшой лайфхак, связанный с инспектором. Если вам здесь мало места и вы хотите его увеличить в длину, чтобы не уменьшать наш таймлайн и не делать вот это все очень некрасиво, просто 2 раза щелкаем по инспектору, тем самым он увеличивается, тем не менее все остальное у нас остается так, как было. То же самое нажимаем 2 раза, если хотим все вернуть в исходное положение. Следующий лайфхак связан с трансформом. Это вот эта вот штука, кто забыл. Зажимаем Shift-T, чтобы вызвать графический интерфейс. Если я хочу уменьшить видео, то я его так уменьшаю, у меня уменьшаются все стороны одновременно. А что, если я хочу уменьшить только вот его с этой стороны, а эту сторону оставить неизменной? Точнее, чтобы видео просто стояло на месте. Для этого я зажимаю клавишу Option, и теперь, как видите, у меня изменяется только одна сторона, а другая остается неизменной. Но что если я хочу изменять видео без сохранения соотношения сторон? Как видите, если я его сейчас изменяю, то у меня соотношение сторон сохраняется. С опшеном оно также сохраняется, просто видео стоит на месте. Чтобы изменять видео и сохранять соотношение сторон, зажимаю клавишу Shift, и теперь я могу его менять как хочу и делать как мне удобно. И потом могу все вернуть на место, если нажму кнопочку Reset. В общем-то, такой небольшой лайфхак. Экспорт видео. Предположим, что мы закончили монтаж нашего видео, сделали все как мы хотели, применили нужные эффекты, нарезали что нам нужно, расположили файлы в нужном порядке, и теперь мы хотим получить именно готовое видео. Как его получить из Final Cut? Переходим в правый верхний угол, и здесь видим такую вот иконку экспорта. И здесь мы можем назначить то, как именно экспортировать наш файл. Нажмем на Add Destination, и здесь мы можем это настроить. Как видим, есть достаточно много встроенных пресетов на DVD, кто этим еще пользуется, не знаю, e-mail, Facebook, просто экспорт как файл, можно даже сразу на YouTube, но все это на самом деле фигня, и даже YouTube, он сразу пытается загрузить видео на твой канал, я пробовал, работает не очень. Так вот, что нужно делать, чтобы экспортировать наше видео, и чтобы оно весило не очень много? Если мы его экспортируем просто как файл, весить он будет достаточно много. Для этого нам нужно скачать, купить также программку от Apple, которая называется компрессор. Стоит она вроде бы на сегодняшний момент чуть больше 3000 рублей, чем она занимается. Она, грубо говоря, берет все наши файлы, которые весят очень много, и делает их в одно видео и делает так, чтобы они весили не очень много. Нажимаем на Add Destination, нажмем на него 2 раза, и теперь нам вылезет менюшка, как же мы хотим экспортировать наше видео. Здесь также есть очень много готовых пресетов, но если мы хотим просто публиковать видео в таком формате, чтобы его можно было открыть на любом сайте, либо отправить кому угодно, здесь вот есть готовый пресет Publishing to YouTube Up to 4K, но, допустим, я хочу публиковать его в Full HD, либо HD, когда мне не нужно 4K, мне нужно поскорее просто экспортировать видео. Для YouTube, для Vimeo, для всего что угодно,
подходит. Добавляем, допустим, HD. Все, теперь он появляется в нашем общем списке Destinations, как можно экспортировать наш проект. Закрываем его, нажимаем опять же экспорт и нажимаем Up to 4K. Мы смотрим информацию, как он называется, какие встроенные теги к нему сразу применились по названию наших файлов. Это не обязательно, можно удалять. Видим, сколько будет весить наш готовый файл, то есть 100 мегабайт в формате MOV. Дальше нажимаем Next и выбираем, куда же нужно сохранить наше готовое видео. Нажимаем Save и пошел экспорт нашего видео. У нас появляется вот такая вот штучка с тем, как это все происходит. И он сейчас готовит к экспорту наше видео. Пошел процесс. Это происходит все достаточно быстро, если видео небольшое. Но если оно большое, конечно же, это может занять определенное время. Следующая глава связана с настройками и какие настройки я бы рекомендовал применить, если у вас не очень мощный компьютер, например, как у меня, обычная прошка 13 дюймов, встроенная графика, всего 8 гигабайт оперативки, то есть ничего выдающегося. Первое, что нам нужно сделать, чтобы увеличить производительность Final Cut Pro X, перейти в настройки плеера, нажимаем View, Quality и показывать Better Performance. Далее переходим к обычным настройкам, они находятся в меню Final Cut Pro и Preferences. Давайте, пожалуй, пройдусь по всем основным настройкам, потому что, возможно, у кого-то, кто смотрит это видео, нет Final Cut, и вам просто интересно, что же здесь можно настроить. Итак, первые основные настройки — это как отображать время. Сейчас у нас показываются часы, минуты, секунды, кадры. Можно поменять на часы, минуты, секунды плюс субкадры, либо просто кадр, либо просто секунды. Понятное дело, что для более человеческого взгляда понятнее будет вот такой вот формат. Он стоит по стандарту. Следующий можно поменять, что у нас отображается по стандарту, когда мы переходим в инспектор и цветокоррекция. Сейчас у меня стоит colorboard, но можно сразу перейти на wheels, то есть колеса, либо на кривые curves. И последнее — это то, как у нас отображаются юниты в инспекторе. Часто показывается как пиксели, либо можно изменить как проценты. Ну, кому как удобнее, мне удобнее пиксели. Переходим во следующую вкладку. Данные настройки нас не очень интересуют, потому что они не важны, а интересуют вот эти настройки. Audio Fade Duration. Что это такое? Это то, как долго у нас будет затухание звука. Я его сейчас добавлю вот на этот кадр. Как видите, он сейчас вот такой вот длины. Но если я его увеличу в столько-то раз, давайте снова добавим Fade Duration, то он уже будет вот такой вот длины. То есть можно поставить дефолтное значение. Still Image Duration — это когда мы добавляем картинку, сколько секунд она будет по умолчанию. Можно поставить 4 секунды, 1 секунду, 10 секунд, кому как удобнее. И Transition Duration, если мы добавляем какой-то новый переход, то по умолчанию он будет 1 секунду. Давайте 0,1. Удалим вот эти транзишены и добавим новые. Как видите, они будут намного меньше, то есть 0,1 секунду. Переходим к следующему разделу Playback, Rendering. Почему он у меня отключен и что это вообще такое? Если мы ставим видео на паузу в Final Cut Pro X, он может делать background рендер всего видео в фоне, когда мы еще не экспортировали файл. То есть, когда мы его будем экспортировать, он это сделает намного быстрее, нежели чем когда background рендер отключен. Но я это отключил и объясню почему. В чем может быть проблема? Если я ставлю background рендер, давайте мы его сейчас включим, пошел background рендер. Вот, то есть главное тут ничего не делать, мы отошли попить чаек, и у нас рендерится видео. В чем главная проблема? Рендер создает дополнительные файлы, и эти файлы могут копиться. Если мы включаем background рендер, то наши файлы на жестком диске, они будут заполняться, и, допустим, один проект может занять 200 гигабайт файлов, хотя он будет не очень большим, а просто он будет очень много рендерить файлов. Когда мы удалим, конечно, эти файлы пропадут. Если у вас 5 терабайт, то без проблем можно использовать background рендер, но если как у меня 256 и, не дай бог, там 128 гигабайт, то я крайне не рекомендую использовать background рендер, потому что память будет забиваться очень-очень быстро. Следующая настройка связана с видеокартой. Как видите, у меня нет дополнительной видеокарты, есть только встроенная, но можно использовать внешнюю видеокарту. Если мы ее подключаем, то в этой настройке ее можно выбрать для того, чтобы производить рендер и экспорт проекта. По сути, из важного здесь больше ничего не осталось. Есть Create Optimized Media, но это также находится и в импорте. Давайте поговорим про это. Первая настройка — копировать файлы в библиотеку, либо оставлять файлы на месте. Что это такое? Если мы добавляем файлы в Final Cut Pro X, если у нас установлена настройка копировать их в библиотеку, то наши оригинальные файлы будут копироваться в библиотеку Final Cut Pro X. Если что-то случится с оригинальным файлом, то с вашим файлом в проекте ничего не случится, потому что есть его копия. Тем не менее, предположим, что у нас исходный футаж на 100 гигабайт, и если мы копируем файл в библиотеку, то у нас будет 2х 200 гигабайт. Так вот, если вы храните файл на жестком диске, вы их не удаляете, никуда не переставляетесь до того, пока вы, собственно, не сделаете видео, то можно их оставлять на месте и ничего с ними не случится. Но опять же, если у вас очень много файлов, хотите себя как-то подстраховать, то можно их копировать в библиотеку. И мы еще раз поговорим про эту настройку, когда я буду рассказывать про переустановку Final Cut Pro X из системы, что происходит с нашими файлами и как предостеречь себя от ошибок.
Следующие настройки, связанные с импортом файлов, это Transcoding, Analyze, Infix. Вроде бы все хорошо, если мы сейчас все это подряд включим. То есть, если мы будем мортировать файлы, они будут как-то транскодиться, для того, чтобы они быстрее воспроизводились в Final Cut Pro X, не было тормозов. Они будут анализироваться и исправляться на все возможные ошибки. Но есть одно большое но. Если мы делаем транскодинг, то я добавляю сюда файл на 10 гигабайт, условно 4К. Для того, чтобы он обработался, поверьте, это займет очень много времени, грубо говоря, вы будете экспортировать проект по времени. И на самом деле погода это большой не сыграет. Используете вы оптимизированную медиа, либо оригинальную. Вот сейчас у меня используется оригинальная медиа, и как видим, особо-то ничего не лагает. Весь футаж 4К, то есть вот я вожу, ничего не лагает. Если у меня будет даже большой проект, давайте перейдем к этому проекту, когда я записывал вступление. Это небольшой проект, опять же, где-то на 6 минут. Тем не менее, у меня есть проекты и на полчаса, и там очень много нарезок. И опять же, как видите, работает все быстро, лагов нет, поэтому я не рекомендую включать как раз-таки вот этот транскодинг, потому что времени он занимает очень много, а результатов от него, на самом деле, вообще практически нет. Теперь давайте поговорим про тачбар. Если вы выбираете между тем же Air и Pro и думаете, как вам может пригодиться тачбар, то, возможно, я сейчас вам помогу с выбором, и вы поймете, есть от него толк в Final Cut Pro X, либо нет. Что можно делать с помощью тачпада в Final Cut Pro X? Первое, можно быстро выбирать курсоры, но на самом деле это не очень полезно, если мы знаем шорткаты. Тем не менее, если мы их не знаем, можем быстренько нажать сюда, выбрать вот данный курсор. Следующие функции касаются звука. Переходим в данный раздел, и что здесь можно делать? Во-первых, можно полностью затухать видео, делать его silence. Также можно добавлять затухание спереди, либо сначала. И сюда добавляется переход. Я сейчас нажимаю, он отключается, добавляю, отжимается. Это очень сильно экономит время. На самом деле вот эта данная настройка находится где-то в меню, я даже не знаю где. Я всегда ее включаю через тачпад. Также можно повышать, либо понижать громкость. Нажимаю сюда, понижаю. Нажимаю сюда, он повышается. Это достаточно удобно, чтобы не тянуться в инспектор. Я практически всегда повышаю звук, либо понижаю именно так. К сожалению, вот эта вот настройка полоса, она иногда работает, иногда не работает, поэтому я обычно просто именно что нажимаю на звук либо меньше, либо больше, типа того. Следующая настройка отвечает за отмену связью между видео. Как вы помните, у нас существует связь между primary и второстепенными сторилайнами. Если я сейчас перенесу вот этот клип, то второстепенный клип также перенесет с ним. Но если я зажму данную клавишу, то теперь я могу переносить клип, и связь между клипами второстепенным и основным, она отменяется. Следующая настройка касается трима. Если я нажму курсор сюда и нажму трим, то у меня обрежется кадр с того расстояния, где меньше всего места. Если нажму сюда, то он сейчас обрежется справа. В принципе, достаточно полезная штука, но есть две более удобные клавиши, а это именно обрезок с правого края, либо обрезок с левого края. И именно так я обрезаю большинство всех своих файлов, которые использую. Хочу обрезать файл, вот чтобы он справа закончился, нажимаю сюда. И это на самом деле офигеть как экономит время, и именно так я обрезаю файлы с помощью тачпада. Следующая функция отвечает за воспроизведение файла за несколько секунд до того, где у меня стоит курсор на таймлайне. Я хочу просмотреть файл вот до этого места, но чтобы он начинался отсюда. Я нажимаю на данную клавишу, начинается воспроизведение, и она доходит практически до самого конца. Потом она все равно остановится, если у нас будет очень большой файл. И следующая полезная из основных функций, есть еще и второстепенные, это быстрое перемещение по таймлайну, то есть можно вот так вот перемещаться между ним. Возможно, кому-то будет удобно, если достаточно большой таймлайн, то есть небольшие подлагивания, плюс сам тачпад немножко греется, поэтому я обычно все это делаю через клавиши Command-, Command+, либо же Shift-Z, тем не менее так тоже можно. Переходим к второстепенным функциям тачбара, если мы находимся не на таймлайне. Итак, я сейчас нахожусь в браузере, и что здесь можно делать? Можно также повышать либо понижать громкость видео. Здесь-то, кстати, работает адекватно, никогда не наблюдал никаких багов. Также можно перемещаться в конец, либо начало видеоролика, назад-вперед, назад-вперед. Я выбрал часть ролика от начала и до конца, и теперь мне нужно как-то сбросить вот этот выбор. Если я просто куда-то нажимаю, как видите, ничего не происходит, этот выбор сохраняется. Я могу нажать на клавишу Clear Selection, и она убирается. Но также есть альтернатива, если у вас нет тачбара, допустим, я тоже выбрал какой-то промежуток, то есть такое сочетание клавиш, как Option X. Эта выбранная зона пропадает, тем не менее с тачбаром это все делается немножечко побыстрее. И также можно изменить вид просматриваемых файлов. Перейдем в превью. Вот у нас теперь превью. А давайте перейдем в вид списка. Заменяем, грубо говоря, 2 клика мышкой. И что еще касается тачбара и браузера, можно сразу же создавать ивенты и новые проекты. Вот это, конечно, очень удобно. То есть я не тыкаю в меню, либо не тыкаю правой кнопкой мышки, я все делаю через тачбар. Создаю новый ивент, либо же сразу создаю новый проект. И делаю я это только так в Final Cut, больше я ничем не пользуюсь.
Следующая функция тачбара связана с редактированием текста. Переходим на какой-то тайтл, выбираем его. Причем заметьте, если я сейчас нажму сюда, то в тачбаре ничего не появляется. Но если я нажму на текст именно на плеере, нажму сюда 2 раза, то уже появляются дополнительные настройки редактирования. Что здесь можно делать с текстом? Во-первых, можно менять выравнивание, то есть с правого края, посередине и так далее. Можно делать текст жирным, либо с курсором, а также можно вот так вот его подсвечивать, добавляем glow, добавляем тени и так далее и тому подобное. Далее можно менять размер текста с большого на маленький. Вот это на самом деле удобная фишка, потому что руками это делать немножко комфортнее. Переходим к следующим настройкам этого изменения кернинга, то есть разделялся текст, точнее пробел между буквами. Можно делать 3D текст и можно менять цвет желтым, синим, фиолетовым. Можно выбрать разные цвета, например, RGB. Здесь на самом деле реализовано все не очень удобно, потому что нужно выбирать именно разные цвета красного, зеленого и синего. Есть какая-то настройка, где можно выбирать просто разные цвета. Это реализовано сейчас вот здесь, но там есть не просто такой вот список цветов, а именно перемещаешься между миллионами цветов. Но почему-то именно в моем тачбаре этого нет. Так что если вы выбираете между Air и Pro версией, в прошках сейчас во всех идут тачбары, в Air их еще нет, на момент записи этого видео, то у вас хотя бы есть небольшое понимание, как вам может пригодиться тачбар. Пару слов нужно сказать про экосистему Apple. К сожалению, Final Cut Pro X недоступен ни на iPhone с iOS, ни на iPad с iPadOS, только на MacBook, iMac с macOS. Тем не менее, существует возможность начинать проект на iPhone либо на iPad, а потом экспортировать его в Final Cut Pro X. Как это можно сделать? Есть две программы. Первая от Apple, она называется iMovie, а вторая называется LumaFusion. Она от независимых разработчиков, тем не менее, считается, что это лучший мобильный видеоредактор, по крайней мере, на iPhone и на iPad. Зайдем в iMovie, и сейчас мы буквально в 2 клика экспортируем проект с iMovie с iPhone на MacBook в Final Cut Pro X. Переходим на наш проект, посмотрим, как он выглядит, нажимаем Private, небольшой проектик видео, вот такой вот 4К 60 FPS, кстати, смотрите, как вообще не тормозит на iPhone 11. Да, я его немножко разрезал, добавил пару переходов, титров, собственно, сделал небольшой макет, предположим, путешествия. Теперь я приехал домой, у меня есть компьютер, и давайте я перекину проект, нажимаю экспорт проекта, сейчас он подготовится. Проект готов для экспорта. Теперь давайте мы его по воздуху через AirDrop перекинем на наш MacBook Pro. И сейчас это все в реальном времени произойдет. Смотрите на скорость передачи данных. То есть здесь ролик 4К 60 FPS, плюс сам проект переносится он достаточно быстро. Вот так это все происходит по AirDrop, если кто-то не видел. Все, сейчас он передастся. И давайте зайдем сразу в папочку загрузки. Вот появился наш фильм. Теперь нам нужно его экспортировать в Final Cut Pro X. Для этого мы его сейчас откроем. Теперь нужно перейти в меню, файл, импорт, iMovie iOS Project. Нажимаем сюда и находим наш проект. Вот папочка загрузки. Импортируем. И сейчас он добавится в Final Cut Pro. Вот, видим, появился проект. Давайте посмотрим, все воспроизводится. Вот перенеслись все переходы, перенеслись титры. Все прекрасно работает. Теперь мы можем продолжить работать на нашем компьютере, делать полноценные видео. А макет при этом можно создавать на iPhone, либо на iPad. Опять же, повторюсь, с помощью программы iMovie. Она бесплатная для iPhone, либо более профессиональная LumaFusion. Она стоит некоторых денег. Возможно, вы про нее не знали. Также, что еще касается экосистемы. Недавно Apple презентовала функцию Sidecar, и эта функция позволяет нам дублировать экран с macOS на iPad, либо же делать iPad как вторым экраном. И данная функция работает не просто как повторение экрана, но также она может взаимодействовать и с программами, такими как Final Cut Pro X. MacBook и iPad в одной Wi-Fi сети, у обоих включен Bluetooth для AirPlay 2, и теперь мы включаем Sidecar. У нас автоматически появляется иконочка Sidecar, она работает как AirPlay, нажимаем на нее и нажимаем подключиться к iPad Pro. Экран Mac перенесется на iPad. Как видим, сейчас они работают в режиме второго экрана. Первый экран есть второй экран. Причем, смотрите, мы можем выходить с iPad, и у нас теперь Sidecar это просто как отдельная программа. Я могу сюда вернуться, и вот у меня macOS. Так, я могу сейчас перенести мышкой. Вот первый экран, вот второй экран. То есть работает, смотрите, задержки вообще никакой нет, работает все просто офигенно. Как можно использовать в таком сценарии? Естественно, что мы можем открыть Finder, перенести сюда окно. Мы здесь как-то работаем с файлами и переносим их сразу в Final Cut Pro X.
Либо же есть еще 4 варианта, и первые 3 связаны непосредственно с Final Cut. Итак, у нас здесь появляется вот такая вот иконочка Sidecar. Вам ее, конечно, сейчас будет плохо видно, тем не менее она здесь есть. Что здесь можно сделать? Можно перенести на экран iPad какую-то из частей интерфейса Final Cut Pro X, либо браузер, либо инспектор, либо таймлайн. Давайте перенесем сначала таймлайн. Вот у нас остается инспектор, плеер и браузер, а таймлайн переходит на iPad. То есть мы здесь можем как-то переносить объекты, переносим. Задержка все-таки чуть-чуть есть, тем не менее работать можно вполне себе. Давайте теперь перенесем на iPad не таймлайн, а плеер. Вот, теперь мы можем видеть наш файл, как он будет выглядеть. А тут мы уже можем полноценно работать с файлами. И если вам здесь мало места, то в таком вот варианте можно работать. Видим, перемещаем курсор по таймлайну, и теперь это все отображается на iPad. И третья функция — это перенос браузера. Нам не хватает места поработать с файлами, переносим его сюда и также можем браузить. Либо же, как я уже показывал ранее, делаем просто отдельный экран и работаем с Finder непосредственно здесь. А также четвертая функция, как можно взаимодействовать с помощью iPad и Final Cut Pro X через функцию Sidecar, это полное дублирование экрана MacBook на iPad. Давайте мы сейчас это включим. Включить видеоповтор, встроенный дисплей Retina. Делаем. И теперь видим, что у меня экран Mac полностью дублируется на iPad. И, конечно же, что могли подумать, можно работать в Final Cut Pro X сразу на iPad. Но здесь есть одна загвоздка. Не работает это все с пальцем. То есть, если я буду так делать пальцами, то ничего не работает. Для этого нам нужен Apple Pencil. С Apple Pencil все прекрасно работает. Видим, я могу здесь что-то вот выбирать. Перейдем к хенду. Тут он, кстати, очень полезен. Можем перемещаться по таймлайну. Давайте перенесем данный объект вот сюда. Вот этот мы давайте, наверное, порежем. То есть, можно прекрасно мобильно работать в Final Cut, если вы устали сидеть на рабочем столе, включили Sidecar и пошли на диван, и можно так с помощью Apple Pencil немножко редактировать проект. Вот так вот работает экосистема Apple с Final Cut, так что здесь тоже есть много чего интересного. Ну, а мы переходим далее. Пару слов о том, откуда можно взять Final Cut. Вроде бы все понятно, установить его можно из App Store. Собственно, видите, у меня стоит официальный Final Cut Pro X, но он стоит очень много денег в официальном в App Store. Давайте перейдем на сайт и увидим, что он стоит на данный момент времени, на записи этого видео, это 6 мая 2020 года, 23 тысячи рублей. Это, конечно же, очень-очень много, особенно если вы только начинаете монтировать Final Cut Pro X. В принципе, еще не до конца не понимаете, нужен он вам на самом деле, либо не нужен. Плюс также не забывайте, чтобы полноценно экспортировать видео, и они весили более-менее нормального размера, также еще понадобится и компрессор. Это еще плюс 4000, получается 27 тысяч рублей в сумме. Конечно же, это очень-очень много. Поэтому в качестве альтернативы, конечно же, никто не скрывает, можно скачать Final Cut Pro X с торрента. Лично я рекомендую данный сайт, он называется torrentmac.org. Заходите сюда, нажимаете на регистрацию и покупаете ключ за 300 рублей Final Cut Pro X. Точнее, его можно здесь получить, установить. Конечно же, это будет не без косяков, где-то, возможно, что-то будет не работать, где-то будет работать не так. Иногда с апдейтами Final Cut Pro X слетает. Тем не менее, есть альтернатива, чтобы получить Final Cut Pro X бесплатно. Когда я решил купить Final Cut Pro X, мне просто стало интересно, сколько же он стоил год назад. Я решил найти, может быть, есть где-то в статьях по этому поводу информация. И я случайно обнаружил, что у Apple, оказывается, есть программа для образования. Здесь можно купить сразу и Final Cut Pro X, и Logic Pro X, и компрессор, и Motion, и еще там программку для концертов. И все это на данный момент времени, 6 мая 2020 года, за 14 200 рублей. Совокупная стоимость всех этих программ больше 45 тысяч рублей. Собственно, я здесь и купил свой Final Cut Pro X и компрессор. Как видите, если я зайду сейчас в App Store, то у меня есть и Logic Pro X, Motion, Final Cut Pro, компрессор и Main Stage. Вы заходите на официальный сайт Apple под своим iCloud, добавляете в корзину, все покупаете, с вас списывают деньги, и потом нужно будет подождать 3 дня. Я, собственно, 3 дня и ждал. Но, скорее всего, все это зависит от напряга того, как там работает Apple. Придет письмо на почту, где будет зашифрованный PDF-файл, вам пришлют туда пароль. Вы зайдете в этот зашифрованный PDF-файл, и вам пришлют ключи, которые нужно будет активировать в App Store. Если мы зайдем в учетную запись, будет погасить подарочную. Добавляйте сюда как раз-таки код, который вам прислали, и программа автоматически добавляется в вашу учетную запись, и вы можете ее скачать. Таким вот образом я и купил себе Final Cut Pro X и сэкономил просто дофигища денег. Motion я еще не работаю, скорее всего не буду, но, собственно, эта программка тоже нужна для монтажа видео, если вы хотите создавать собственные эффекты, переходы, какую-то графику и тому подобное. Но в этом видео мы не будем про это рассказывать, потому что я не имею в этом никакого опыта.
Если вы только начинаете монтировать, я не вижу ничего зазорного, если скачать Final Cut Pro X и компрессор с торрента, поработать некоторое время, и если вы реально зарабатываете на этом деньги, вы понимаете, что, блин, ну я уже точно заработал на стоимость Final Cut Pro X и заработаю больше, то купить эту программу, потому что и будут обновления приходить вовремя, и вы, в принципе, не будете переживать, что что-то у вас там сломается с очередным обновлением macOS. Есть такая опция за 14 тысяч купить пакет программ, я думаю, это офигенно, поэтому ссылочка на это все будет в описании. Если вы об этом не знали, как и я когда-то, то, пожалуйста, пользуйтесь. И последнее, о чем я хотел бы поговорить, это то, если вы переустанавливаете Final Cut Pro X, либо вы переустанавливаете macOS, либо вообще меняете свой компьютер, и как вот сохранить все вот эти ваши Compound Clips, все файлы, которые вы всегда используете, как сохранить вашу библиотеку, эффектов, переходов и всего того, что вы накопили за какое-то определенное время. Так вот, как это, в принципе, не потерять и сохранить, что нужно сделать? Если вы используете какие-то файлы на постоянной основе, Compound Clips, давайте перейдем в вставки, вот у меня есть Compound Clips, я какие-то файлы внутри этих Compound Clips использую на постоянной основе, то есть какие-то картинки, видео и так далее и тому подобное. Все файлы, которые хранятся в нашей библиотеке, они находятся в Finder, фильмы, мои проекты. Мы нажимаем правой кнопкой мышки «Показать содержимое проекта». Вот они все наши папки, которые мы сейчас видим слева на экране. Смотрите, что происходит, если мы не копируем файлы в нашу библиотеку. То есть как раз таки вот эта настройка Final Cut Pro X, Preferences, Import, то есть Copy to Library Storage Location Files, либо Leave Files in Place. Если мы выбираем Leave Files in Place, где-то на папке на рабочем столе, то у нас создаются те самые ссылки на файл. Зайдем вот в Mask, Original Media, видим, что у нас здесь есть ссылки. Это не оригинальные файлы, это ссылки на те файлы, которые находятся в этой папке. То есть Final Cut Pro X, вот эти вот самые файлы. Final Cut Pro X сначала использует вот эту ссылку, а потом вот эта ссылка обращается к оригинальному файлу. И если что-то случается с оригинальным файлом, то ломается ссылка, и, соответственно, файл будет отображаться с ошибкой. Чтобы такого не происходило, что нужно сделать? Нужно добавить оригинальные файлы как раз таки в эту папочку Original Media. У меня есть вставки, находим вставки Original Media, видим, что я в свое время добавил все свои файлы, которые я использую на постоянной основе, именно в эту папку. Для чего я это делаю? Если я переустанавливаю Final Cut Pro X, либо я переустанавливаю систему, то я копирую данную папочку, мои проекты, где-то сохраняю ее на жестком диске, и когда я переустанавливаю Final Cut Pro X, я просто закидываю вот эту библиотеку в папочку фильма, и у меня все заменяется. Когда я закинул свою библиотеку, оказалось, что у меня выскочили везде ошибки, потому что у меня не были сохранены оригинальные файлы, у меня были только ссылки. И слава богу, что я хранил все свои оригинальные файлы на Google диске, я смог их восстановить. Для того, чтобы восстановить файл, мы переходим в Final Cut Pro X. Предположим, что у нас случилась какая-то ошибка с нашим файлом. Мы выбираем файл, либо целый список файлов. Дальше идем в файл. И здесь есть такая кнопочка, которая называется Relink Files. Мы выбираем наш файл, переходим в Locate Selected и находим наш оригинальный файл. И тем самым мы пересоздадим ту самую ссылку. Я настоятельно рекомендую добавить те файлы, которые вы используете на постоянной основе, именно в мои проекты. Выбираем нужную папочку Event и добавляем файлы в Original Media. В общем, надеюсь, что я понятно объяснил, что нужно сделать, чтобы не потерять файлы, потому что если вы с этим столкнетесь, то будете очень сильно жалеть. Слава богу, что у меня в свое время был небольшой бэкап. Я бы, наверное, очень сильно пожалел, что не сохранил файлы, но, слава богу, они у меня были. Друзья, видео подходит к концу. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Надеюсь, что я вам также помог разобраться в Final Cut Pro X, потому что, с одной стороны, она достаточно простая, но с другой стороны, есть очень много мелких моментов, в которых тебе приходится разбираться, и на это нужно тратить время. И надеюсь, что мой гайд, мой обзор и урок помог вам с этим и сэкономил вам какую-то часть времени. Если у вас остались какие-то вопросы, заметки, пожелания для других людей, кто будет смотреть данное видео, то, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Если будут какие-то вопросы, то я постараюсь на них отвечать. Возможно, вы также можете дать какой-то совет новичкам. Если я что-то не то сказал, либо вы можете дополнить меня, я буду вам благодарен. Желаю всем отличного творчества, кто уже монтирует, либо только будет монтировать Final Cut Pro X. Надеюсь, вы совсем с этим побыстрее разберетесь, и мое видео, опять же, вам с этим поможет. Вся дополнительная информация будет в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Как обычно, увидимся в следующих видео. Всем большущей удачи, всем пока.